И всем привет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я думаю, стрим начался. Всем привет, вы на канале Польза Стрима, меня зовут Саня, и сегодня мы будем жарить вот этот смартфон CMF-1 by Nothing. Насколько это близко к BBK, я думаю, на все 100%. Кто-то сравнивает это дело с OnePlus'ами, кто-то сравнивает с Oppo, кто-то видит какие-то параллели у Realme, но это все не важно. Почему? Потому что CMF это нафинговский бренд, и при том, что бренд Nothing фактически, я не знаю, зачем они сделали ответвление, но вот решили они сделать. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал с колоколом. Кто еще не подключился к 3 буквам, лучше подключиться к 3 буквам, потому что сегодня вам не будут разрешать смотреть это дело. Завтра вспоминаем Фидонет, помните, как это было? А еще я, когда был в Эмиратах, я вам скажу, что там ограничений тоже ого-го. Вот там я освоил 3 буквы по полной программе и нашел, какие работают. Потому что там даже видеозвонки нельзя было делать. Это, кстати, вот о том, что будет завтра, то есть сегодня там ограничения эти, завтра не сможем звонить по видео. Вполне возможно. Не буду прогнозировать, просто это возможно. Так в других странах, в некоторых есть развитых. Арабских Эмиратах, допустим, в Северной Корее вообще с интернетом проблема. В Китае YouTube смотрят без проблем и всеми мессенджерами пользуются. Это все вранье, у меня очень много знакомых. И, в принципе, по поводу того, где стримить, я не стримлю на Твиче только по той причине, что у меня не получается в онлайне, чтобы ничего не лагало. Вот, так что, кто пришел, огромное вам спасибо. Не забываем прожать лайк. У меня стримы не для стримов, а для вас, для того, чтобы в онлайне увидели, как то или иное устройство работает. Понятно, что никто не хочет, чтобы вы в онлайне это видели, но вот так. Такой у меня формат. Напоминаю, что еще будет обзор одним кадром на этот смартфон, полноценный обзор. И сразу по поводу хейта CMF, что у него нет стерео, вы обратите внимание на то, кто его хейтит, и посмотрите, как они облизывали Honor 90 без стерео. При том, который стоил изначально на старте продаж за 30-ку. Я его брал, получается, за 19 с копейками, почти за 20. И, я скажу, что это вообще более чем адекватный ценник. Доброго вечера. И включаем 3 тротлинг теста. Крышка эта абсолютно бесполезная. Вот эта вот штука безумно бесит. Она нереально неудобная. Уже у нас приобретал Рамзес. Ну, хорошо, что у вас все работает. Уже у нас приобретал Андрюха, администратор этого устройства. И у него уже есть приблуда под это дело. Абсолютно много очень приблуд, которые продаются под CMF-овский смартфон. Бесполезная. Но мы не будем о грустном, будем о хорошем. О чем мы можем пообщаться с вами? Первое. Завтра будет топ-10 флагманов на канале. И он уже на 90% готов. Он будет нестандартный, потому что я вначале расскажу что-то, стандартно а-ля замануху, а в конце буду объяснять, почему кто на каком месте, аргументировать мои аргументы, мой топ, как всегда. Надеюсь, что сможете. По поводу того, кто каким образом смотрит, неважно, главное, что пока смотрите. И напоминаю всем, кто говорят потом про то, что у Huawei нет андроида. Huawei, вот у меня Puro 6070 Pro, она на 12-м андроиде. Так же, как Puro Ultra и 70-й. Если окирпичат андроиды, это дело тоже окирпичится. Это для тех, кто в танке, как говорится. И кто не интересуется техникой, а интересуется только рекламой от каких-нибудь там Huawei. Если говорить про iOS-системы, то же самое. Их могут, посмотрим. Нигде в Иране, в Северной Корее не окирпичили, в Китае не окирпичили, не знаю, там, в Иране не окирпичили, в Саудовской Аравии не окирпичили. Почему и в России окирпичат, я не знаю. Посмотрим. Даже в Зимбабве не окирпичили. Только если наши захотят окирпичить андроиды и iOS для того, чтобы что-то продавать на какой операционной системе, я не знаю, на Авроре, может быть. Вот, только для этого. Уже жестко тупит никакая анимация. Старший брат. Для этого мы и собираемся, для того, чтобы вы смогли оценить для себя, насколько это устройство вас устраивает. Тавтология.
То есть я для этого стримы и провожу, и повторяю, что мне это устройство изначально понравилось. Он у меня на 128 гигабайт. То есть по тестам за 1,5 часа он, получается, у меня разрядился на 30% в съемке и забил полностью память. То есть если вы собираетесь писать на него что-то, как на карту памяти писать, я не нашел. Вот, если вы собираетесь на него что-то писать, то подумайте о том, чтобы приобрести на 256 гигабайт. Чтобы было интересно, в ролике я его сравню с Poco X6 Pro. Скорее всего, это будет послезавтра. Артем, привет. Джин, привет. Рамзес, привет. Старший брат, привет. И из интересного, после топа, скорее всего, будет на CMF как раз обзор, а потом пойдет очень много часиков разных. Надеюсь, что вам будет интересно. Повторяю, что, скорее всего, я потом буду догружать куда-нибудь, что-нибудь, но я не уверен. То есть я не очень хочу. Еще раз повторяю, что если вы хотите увидеть какое-то просто лютое сатанинство и всю запрещенку, что есть в интернете, можете подписываться на ВК, и в ВК-видео вы найдете все. Даже чего в Даркнете нету. И поэтому меня чуть-чуть ломает переходить на эту платформу. На тот момент, когда я на ней присутствовал, такого не было. Была проблема только с модерацией. Сейчас там проблема с тем, что, я не знаю, вот на это все регулирующие органы и те, которые, допустим, безопасный интернет, вот у нас есть всякие организации, они смотрят вообще сквозь пальцы то, что творится в ВК-видео. Людям, наверное, тоже плевать, у них дети не сидят. Ну, в общем, моя позиция проста. На Ютьюбе такой дичи даже в закрытом доступе ты не найдешь. То, что можешь найти в ВК. Но, опять же, у всех свое понятие о безопасности и о дичи, и о всем остальном. А нафинги для тебя как? Стоит ли смотреть? Нет, как основной телефон я бы их не рассматривал. Я бы рассматривал его только как запасной. Почему? Потому что это игрушка, и за эти же деньги, когда ты можешь приобрести тот же Poco X6 Pro, возникает вопрос, зачем тебе приобретать... Вот он, Poco X6 Pro. Вот. Зачем тебе приобретать что-то хуже и дороже? Ради вот этих игрушек, вот эта блямба, она довольно неудобная. Вот, то есть, откровенно, блямба неудобная. По поводу Antutu, я сейчас вам открою Poco. 1 миллион 320 тысяч баллов в Antutu у него есть. И единственное, видео он не может снимать в 4К 60 FPS, только в 4К 30 FPS. По видео фотосъемки я его сравню, скину исходники. Исходники на этот девайс уже был. Ник Либра, привет. Леонид, привет. Мали не тянет. Зачем он нужен? Для игрушки. То есть у тебя там есть корпуса, рамки огромные. Но опять же, давайте откровенно. Интереснее смартфона в 20-ку ты не найдешь. То есть объективно интереснее смарта не найти. С точки зрения физики. Понятно, что нет здесь глифов. Но то, что ты можешь вот так ногтем раскрутить и полностью разобрать смартфон и поменять крышечку, это подкупает. Особенно тех, кто больше про звонки. Николай, вопрос, да, вопрос безопасности в ВК исключительно. Я не знаю насчет рекомендаций, я не говорю про политику. Я просто говорю, что в ВК-видео есть столько нелегального видео. Я не говорю даже о каком-нибудь сексуальном контенте. Там просто вот вообще вот такая дичь. Притом говорить, что на Ютьюбе там есть левые какие-то, опять же, они есть люди, которые ругают другие страны, так там вообще вербовщики. В ВК-видео есть вербовщики, и их вообще никто не банит, и их еще и рекламируют. И, ну, там прям вообще дичь, там пытки, там чего только нет. И я, ну, как бы я очень удивлен, как она такая стала, платформа, потому что, когда я туда лил, такого не было. А когда я уже закрывался, мне как раз и сказали, я там комменты дикие, я устал их чистить. Они такие, а ты погугли. Ну, у меня хватает и подписчиков, и знакомых. И я погуглил, и я вам скажу, вот все дикие слова, какие только есть, вы берете, отключаете безопасный поиск в ВК, проверяете видео и очумеваете, как такое вообще возможно в интернете в России. Это просто жесть. Это вот просто уровень жести 100 из 100. Но, как говорится, кому-то надо, чтобы люди переходили и смотрели эту жесть. Я не знаю зачем.
Но не будем об этом. Это вот по поводу позиций, когда мне боты прибегают и спрашивают, почему ты там не размещен. Я размещен на Дзене. То есть у меня никогда не было никаких моральных проблем с тем, чтобы на русской площадке быть размещенным. Просто проблема в том, что у ВК у них были предложения и по деньгам, и у них основное предложение эксклюзивность. Но их фейковые просмотры, а просмотры у них фейковые, я вам 1 000 000% даю, меня интересует меньше, чем YouTube. То есть я им говорил, я буду у вас и так размещаться, дайте мне нормальную модерацию. Они мне, нам нужен эксклюзив и утрированно списать бабки. Мне деньги не нужны от них, мне нужна была нормальная модерация, они мне ее не дали. Все, у меня сообщество в ВК есть, там 8, по-моему, тысяч человек, там оставляют отзывы по поводу приобревших, получивших, ну, они приобрели подарки и все. Ну, это вот по поводу ботов. Вот сейчас, если кто-то из ботов пришел и не в курсе всей этой темы, повторяю, что вот сейчас у нас 89 человек в онлайне, это выше, это больше, чем на 79 человек, чем я обычно стримил в Твиче, кто за меня беспокоится. Вот, повторяюсь, 5 человек в онлайне или 10, или на 100. Первое, вы нигде не найдете, чтобы человек столько сидел на стримах и отвечал хоть как-то на вопросы, потому что всем лень. Либо донаты просят, либо еще что-то. Давайте честны будем, что я, хотя и очень часто посылаю на свои обзоры смотреть или в свою телегу, но я провожу очень много стримов, и больше, чем любой техноблогер вообще в интернете. Притом с минимальным онлайном, и меня это вообще никогда не трогает. 7 лет я провожу стримы, 7 лет меня не трогает сколько в онлайне. Так что плюсик мне за это. И возвращаясь к данной теме, я очень надеюсь, что подобный контент останется, потому что более репрезентативный... ну, в общем, проще говоря, вы видите, как это дело работает в онлайне. Без того, что я поиграл 10 минут, я включил там это. Вот вы сейчас видите. OnePlus Pad 2 у меня застрял на границе, я не особо рвусь. Почему? Потому что распродажа начинается только 19 числа. Повторяюсь, планшеты — это тема, хотя вас убеждают, что они растут по объемам продаж. Почему они растут? Потому что производители дропают цены. Посмотрите, как дропнулась цена на Redmi Pad SE. За 11-10 штук мы его покупали на распродаже. На OnePlus Go, который с симкой, по 17 тысяч они продавали. На Xiaomi Pad по 20. Ну, конечно, народ будет покупать, потому что это халява. По $200 покупаешь смартфон, ну, как смартфон крутой, только с большим экраном. И к чему это все? К тому, что это тоже вот такие же цифры, как кто-то на кого-то ссылается, как хуавейковская реклама, которую разослали всем. Кто-то придумал какого-то чувака для того, чтобы он показал какие-то продажи. Без ссылок, без всего. Главное, думайте, что Huawei продается. Потому что нам надо отработать 2 миллиона контрактов и 10 постов. Это называется так. Вот то же самое, конечно, может у них 20 миллионов, вопросов нет. А может быть это вот просто они с инсайдером китайским без имени, без ссылки, без всего работают и очень хотят с вами поделиться. Притом, когда AliExpress делится, допустим, тем, что какие смартфоны продаются, почему там Huawei нету. Ну, они где-то покупаются, наверное, в локальном рынке. А еще, как у меня правильно подписчики писали, у кого знакомые работают в Китае и сам работают в Китае, там Huawei раздают. То есть, когда нам будут раздавать Huawei, я уверен, что они будут в супер топе, и я буду их 100% советовать. То есть, если вам на работе дают Huawei P60 Pro, 70 Pro, Ultra, еще что-то, бегите, не думайте, берите. Это очень крутой смартфон бесплатно. Вот. Донат. Артем Белов. Я не смотрю... вот, смотрите, опять донат. В прошлый раз я час не вспоминал про Donation Alerts. Сейчас я вообще не вспоминал про Donation Alerts. Огромное вам спасибо. Но если вы хотите поддержать канал, просто подпишитесь на основной канал Пользы.нет и подпишитесь на телегу скидок. А если вы еще при этом на кому-то пошлете любую мою скидку, когда угодно, я вам 300 тысяч раз буду кланяться, и все. Donation сейчас открою. Спасибо. Если он откроется. У меня просто он... О! Не шутя, открылся. Он у меня просто через 500 открывается. Аноним. Спасибо, 3 дня назад. Привет. 13 Pro занят первое место в топе до 20 тысяч. В сегодняшних реалиях, когда X6 Pro стоит до 20. Poco X6 Pro и CMF 1. Вот. Аноним. Я вам ответил. Спасибо за донат.
Вот такие у меня донаты, 100 рублей за неделю. Я без сарказма абсолютно, меня все устраивает. Просто не иметь донейшн, это глупо, согласитесь? Я не знаю, что такое Vivo V40 Pro. По-моему, по ней мне контрактники писали. Короче, Vivo, линейки вот эти вот все V, это все контрактные темы. То есть они предлагают и рендеры, и контрактные обзоры, еще что-то, но они мне пишут раз через 3 месяца, ну потому что я с ними не договариваюсь. Мне не интересно на них делать обзор, понимаете? Вот. Мы все равно будем донаты присылать. Александр, огромное спасибо и спасибо. Вы, главное, приходите. Так, почему камеры Sony супер, телефоны не очень? Да, а еще и оптика супер. Кстати, я сегодня 4 новые игрушки купил на блошином рынке. Буду теперь их еще фоткать. Вообще мне знакомая сказала правильно, что... Ну вот смотрите, я повторяюсь, у меня нет квартиры и не будет теперь, наверное, никогда. Нет машины и не будет никогда. Но зато я могу купить любой гаджет. Любой. И я этим живу. И вот раздалбывая это дело, либо наоборот хваля, я получаю кайф. Спасибо, что вы приходите. Мой контент на 99% для вас. Просто вас может быть 10 человек, и я вам буду так же рад, как вот сейчас нас уже 100 в онлайне. Спасибо. Кстати, благодаря Universal вы, возможно, слышите музыку какую-то. А возможно, ее не слышите, но, в общем, смысл в том, что переподключено OBS успешно. А что не так? Так, ну ладно. Чего-то он отключался, подключался. В общем, музыку с твоего сайта мы слушаем. Так. Виктор, а чего к теме глобалки? Я Honor 200 купил глобалки за 29 штук. Вообще жир. Вообще жир. 29 штук за Honor 200 в глобал, это жир. Если мне его еще послали, было бы вообще круто. Сейчас проверю. Я еще купил какой-то Redmi крутой. Вот. 5 секунд. Я сейчас посмотрю, мне его послали или нет. Redmi. Кстати, вот до сих пор я юзаю этот базеусовскую штуку. Я сейчас, наверное, показать вам, что у меня стоит на столе. Вот. Вот эту вот штуку, помните обзор? Вот до сих пор я ее юзаю. И до сих пор юзаю, покупил я 2 вот таких OnePlus-овских зарядника. И они классные. Тоже гановские. Ну, и, разумеется, у меня Xiaomi зарядник есть оригинальный. Света, привет, приятно тебя видеть. Я посмотрел много обзоров на уши, не могу выбрать. Huawei берите 5 и все. Huawei, и ждите распродажи, и покупайте. Ну что, он совсем умер? Нет, не совсем. Вот, покупайте Huawei-овские, FreeBuds 6i. Они плюс-минус одинаковые. Всяко лайф, вот вы запомните свои слова по поводу Huawei дно. И кто единственный на YouTube про это говорит? И пусть они сделают эти бабки, пусть бедные там, не знаю, 10 тысяч человек купит эту шляпу, но 100 человек из этих 10 тысяч посмотрят мой обзор и поймут, хоть кто-то был не продан этой тусовке. Я говорю, самая любимая фраза Huawei: продаются все. Вот кое-кого, окей, может, этот человек там не работает. Просто я это лично слышал. Друг, я все еще здесь. Как я вообще прям не перевариваю. Это вот примерно то же самое, как Тиньков когда-то, иноагент, говорил плохо о людях, о всех. Не все люди одинаковые. Ну, то есть мы все, ну, окей, я плохой человек, но мы все в разном плохи. Я не буду рекламировать скам, я не буду рекламировать, не знаю, инвестиции, крипту. Ну, может быть, что-то и произойдет, но это вот значит все, вот просто, я не знаю, я живу на улице, и меня кто-то при этом пытает. 600 тысяч баллов очень мало. Очень не хочу зарекаться, потому что может быть болезнь близкого родственника, и тебе не хватит денег. Но мне вроде хватает. Вот сегодня, кстати, у меня был диалог с одним блогером, я думаю, вы его все знаете, кто пользовался сдэк-шоппингом, потому что по мне это скам. Он меня кидал 2 раза лично, и кого еще кидал? И я знаю нескольких крупных блогеров, которых кидали. И, кстати, кто решит соберется, вдруг сейчас увидит рекламу. У него, к слову. 10 тысяч раз подумайте, посмотрите iRecommend. Это разводняк. Вот и от себя это прям лютый разводняк. Они просто у меня хотели купить рекламу, я им сказал, окей, я куплю 2 раза в темную
на вашей платформе. Я же также делал и с Джумом. Но Джум мне прислал. С Декшопинг мне ничего не прислал оба раза. И деньги я очумел у них выбивать. Это мое нытье, это моя история. У вас может быть абсолютно суперские истории по общению с ними. Но это, кстати, вот просто пока мы общаемся, может быть у кого-то все супер. Саня, насколько хватит F6 без лагов? Не знаю, может вы его будете каждый день долбить об стену, и его хватит ненадолго тогда. Так, 5 секунд. Кстати, я же могу его к Powerbank подключить. А могу не подключить, да? Если я не найду Powerbank. Нашел. Ха. Так, еще Powerbank. О, заряжен. Ждем 5 секунд. Хотя бы, ага. Угу. Это я Mi Band 9 подключал, кстати. На него шортс уже был, он гоняется. Гоняется, будет обзор на Global. Надеюсь, что я успею его приобрести, да. Ну, точнее, я его приобрел, надеюсь, он придет мне до того момента, как я хочу сделать обзор уже и на китайский, и на такой. Когда я буду морально готов. Вообще очень проблематично, если, говорю, ну вообще любой блогинг вспоминать, все по-разному функционируют. Мне иногда хочется какую-то железку долго гонять, а иногда какую-то железку не хочется гонять вообще. Так, не забываем прожать лайк. Опа, под 2 у меня на границе. Я, кстати, так и не посмотрел, где он на границе. Так. О, мистер Л дошел. Вот видите, большинство, кстати, вот она, костяк. 100 человек, они умеют пользоваться интернетом, умеют пользоваться 3 буквами. И это не мат, если что. И опять же, вы сами решаете, чего у вас будет, что кто ограничивать. Это так же, как решаете, люди решают сами, употреблять алкоголь, допустим, или нет, употреблять что-нибудь плохое или нет. И все. И очень много решений, которые мы делаем сами. Но если тебе свободу как-то обрезают, и ты можешь ее как-то вернуть себе, я очень советую возвращать ее, а потом уже решать, хотите вы ее, чтобы вас лишали или нет. Это не из разряда YouTube, не пользуйтесь им вообще в топку. Просто завтра вам придется в автоматы идти на каком-нибудь Озоне или Wildberries или Алиэкспрессе заказывать. И это будет дичь. Если вы будете уметь использовать что-то на компьютере или на телефоне, для того, чтобы не идти потом в автомат по талону заказывать с интернетом, то и не надо говорить, что этого не будет. Потому что уже очень много всего было. Фраза «не будет» я за последние 20 лет жизни слышу. У нас только одно стабильно. Один стабилен, все. Все остальное это рандом. Да, Матраскин. Матраскин, а у тебя хорошо он сработал? Всякое. Ну, я не люблю короткие шорты. Я не люблю... Меня знаете, что ломает? Что вот эти все 10-миллионные каналы с моими 3000 просмотров на основном канале пытаются у меня купить обзора. Ну, не обзора, а рекламу. И я напрягаюсь. Я тогда думаю, а что у них тогда за аудитория реальная? То есть от того, что их там 10 миллионов детей посмотрело, а какой смысл? И что они вообще понимают в этом железе? Кроме того, что «Хей, привет!» Вот я примерно таким же болванчиком иногда хочу быть, когда мне коробка в лицо залетает. Но в основном это вот я делаю, вот это я делаю по фану. И все. Xiaomi 13 Ultra упадет в цене. Надежда, очень не советую брать ни Xiaomi, ни 13 Ultra, ни 14 Ultra. Это очень плохое решение. Кстати, сегодня я сломаюсь и запостю чувака, у которого мои 4 ноутбука с обзоров. Это к вопросу, почему я не делаю обзоры на ноутбуке. Потому что все, что я купил, продалось только 2. Вот и все. Притом все остальное с очумевшим дисконтом просто не продается. На старте через МОП интернет, планшет на Wi-Fi, тормоз жуткий. Еще раз, Василий, в один момент вы просто не сможете вообще ничем пользоваться. Вот помяните мои слова и звонить не сможете даже, если сейчас не освоите разные штуки. Свет мне тоже нравится. Я каждый раз думаю, мне выбьют глаз или нет, потому что я-то не вижу, куда мне кидают.
Тебе отправили GT6 китайский за 32. По-моему, нет. Сейчас посмотрю. Вот видите, все, для чего я нужен. Как маркер. Одни говорят, все, что тебя интересует, это купить железку. А вот, ну, реально, а разве это плохо, что у вас есть блогер, который покупает гаджеты? Нет, давайте я буду все у магазинов брать. Вы думаете, у меня нет очереди? У меня их штук 40, наверное, написывает каждый день. Так, создан. Не отправили. Отправили мне один, а один не отправили вообще. Я не знаю, почему надо им написать. Притом один и тот же магаз. За 40 он мне отправил, а за 31 он мне не отправил. Подлец. Сейчас буду ему писать. Ну, в этом и особенность Алишки. Супер халяву нужно быть морально готовым, что не получится. Супер шоу будет еще все. Просто если бы... Ну, как бы... Не все так просто, я бы сказал. То есть определенные события, которые происходили в течение года, по-моему, год назад, показали, что люди могут сказать «я не хочу». Вот. Почему я не советую ультру, Иван? Потому что это днище на 12-м андроиде с процессором 2020 года. Иван Иванов, не надо за меня голосовать, я вообще не вне политики, вне религии, я просто говорю по поводу каких-то вещей из разряда безопасности. То есть я повернут на безопасность. Вот смешно говорить, но я прям повернут на безопасности. И один из видов этой безопасности – это информационная безопасность. То есть ВК-видео – это опасно, прям жесть, особенно детям. А по поводу доступа к информации, это вам решать. По мне, пока есть возможность иметь доступ к информации, безопасность выше. Когда доступа вообще не будет, безопасность будет ниже. Как вы узнаете, как плитку класть? Я, кстати, реально посмотрел, как плитку класть на YouTube. Я говорю, это вообще жесть. Зато теперь зашибись будет ритейлу, если вообще сетевые магазины обрубят, если интернет обрубят. Как дела? Как денек прошел? Всем добра. Валенс, супер. Что будем делать с Intel? Виктор, все отлично. Они у меня, по-моему, еще один обзор покупают. Я обожаю Intel. Intel лучшие смартфоны на планете для рекламы. Ни в коем случае не покупайте. Хороший камерафон в пределах 60 тысяч. Мне телефон снится по ночам. Надежда. Так значит, вы хорошо экономите. В пределах 60... Может, понимаете, я фразу сказать 60 тысяч. OnePlus 12 60 тысяч. Oppo Find X7 60 тысяч. 60 тысяч Vivo X100S, по-моему. Очень много всяких. Вы хотите, чтобы я сделал все-таки топ-10 камерафонов по своему мнению? Вы реально это, хотите, напишите, я, наверное, сделаю. Сас-Ларк. Вопрос в том, что просто, когда ты снимаешь галку 18+, такой дичи нет на YouTube вообще. То есть это запрещенка. Там не только то, что ты имеешь в виду, не только обнимашки, целовашки. Там просто жесть. И они вообще никак это не модерируют. Я не понимаю, мне кажется, что это реально диверсия информационная и информационная диверсия тех, кто это контролирует. То есть залить столько нелегального контента на российскую площадку, на которую сейчас гнать весь народ, это просто жесть. То есть я бы с кого-то спросил бы. И там очень сложно его не найти. И там реально политический контент с другой стороны, там реально все признаки всех нарушений, всего самого жесткого, и народу все, и пытки, и чего там только нет. ВК-видео, я реально говорю, это вот просто Darknet только в чистом виде, который вообще не контролируется. На каком камерафоне вам больше всего понравился телевик? Art Max. Вы издеваетесь? Это, знаете, обычно Realme так продают. На каком телефоне вам больше нравится телевик? Зачем мне в телевик впился? Ты снимаешь на телевик видео? То есть, окей, самый крутой для видео телевик у iPhone 15 Pro. X3. Самый адекватный. Все остальное имеет косяки. Так что если кто-то как-то влияет на вот этих вот типов, которые а-ля борются за чистоту интернета, попросите их, пожалуйста, заглянуть хотя бы разок в ВК. Перестать бабки брать от них, а просто заглянуть и офигеть. Чтобы детям было безопасно. Хоть чуть-чуть. Потому что на YouTube детям безопасно, там нет.
Вообще никому не безопасно. Лучший камерафон до 20 тысяч по видеосъемке. Таких нету. Вы говорите, лучший камерафон за 200 баксов? Это шутка? У меня ничего такого нет. Ирина, вы просто плохо ищете. Просто вбейте в поиск дичь и все. И отключите безопасный поиск. И очумейте. А вот ваши подростки, дети, друзья, они могут это сделать легко. Там никаких ограничений нет. Можете прямо сейчас это сделать. И можете сказать, свинья везде грязь найдет. Просто свинья не найдет грязь на ютубе, потому что ее там нет. Вот и все. Саня Рублевский очень плохая идея. Покупать 9 РТ еще за БУ. Вообще не покупайте, тем более на Али. Брахман ПС. Я уважаю все религии. Во мне религии нет. Во всех религиях, куда ни взять, я буду гореть в аду. Потому что я сквернословлю, как минимум. Я по поводу этого не беспокоюсь. То есть разные варианты ада, везде я буду. Вот 100%. Но я считаю, что карма существует. И, карма без разницы как. Либо возмездие, как хотите называйте. Если вы делаете что-то плохо, рекламируйте скам, крипту, инвестиции. Если вы зовете людей на платформу, допустим, где есть очень много нелегального видео, которое никак не модерируется. Я шучу. Я не шучу, кстати. Вот если вы реально делаете зло, оно вам вернется. Либо вернется вашим детям и близким. Всегда. Вот я в карму верю. Добро не возвращается. Может, кому-то возвращается. Опять же, добро понятие растяжимое. Если ты делаешь просто, чтобы сделать добро, и тебе вернулось, то, конечно, это дичь. Вот, наверное, и вся философия. А так, будь... это все, это даже не философия, это принципы. У всех же они разные. Будь настолько жесток к людям, насколько жесток к себе. Нормально? Нормально, я считаю. Ты же можешь быть к себе жестоким? Конечно, можешь. И вот такие моменты, они норм. Джордж, крипта хороша, она у меня есть. А вот лить на крипту это плохо. Потому что люди не приходят и не покупают на холодный кошелек. Люди пытаются играть с плечом. И плохие люди на этом наживаются. И все. У меня холодных кошельков хватает. Разумно ли это? Нет. Я считаю, что это актив воздух. То есть запиханные золотые слитки у меня где-то, они намного более рациональные и, разумеется, с документами. И как-то могут спасти, так же как NAL или счета в банках в разных. Понятно, где-то они сгорят. А крипта это Филькина грамота, которая, как там, утрированно я проснулся, у меня было 50 кусков, битокс упал, у меня стало 20 кусков зелени. Норм, мне норм, вообще вот, прям я вам слово даю. У меня ни плечей, ничего, уже 30 опять. Но, люди-то на этом 400 миллиардов долларов потеряли. Как они их зарабатывали? Не на крипте. Они работали на заводе, они работали стоматологами, а потом пришли и подарили дяде Васе эти деньги. Это чистой воды лохотрон. Вот. Есть пост, как абьюзить Алик. Артем, никак. Никак. Просто забудь, не пользуйся Аликом, если он тебе не нравится. Слушай, Николай, вот это вот йога и все остальное по сравнению с тем, что ты, вбей. Вбей 4 буквы, 5, я думаю, ты знаешь, каких в ВК-видео. И вбей их на Ютьюбе, и очумей. Ты сравниваешь просто иголку с атомной бомбой. Реально. И на Ютьюбе, если ты пожалуешься, это дело забанят. А в ВК у тебя все студии нелегального всего чего. И ничего никто не банит. Нормально так сравнение? Это другое. Сейчас как любят говорить, это же другое, это же наше. Серьезно? Хоть в глаза все божья роса. Сам на такое попадался. Shoot'n'S PC, вот я об этом и говорю. Нет, это нормальные бабки. То есть, если я прорекламирую любую крипту, это реально десятки миллионов. Если я прорекламирую любой банк инвестиций, это тоже миллионов 6 рублей. Я вам слово даю. То есть они реально платят так много. Почему они платят так много? Потому что люди теряют так много, в десятки раз. Да, живые деньги это деньги, недвижка это недвижка, земля это земля. В разных странах. Где-то тебя за паспорт заберут это.
Ну окей, но это что-то осязаемое. Крипта — это крипта. Наталья, нет, ну это же у каждого свое, мы все равно тестируем устройство пока, и я пока рассказываю свою позицию. И я говорю, очень легко оценивать людей, вы запоминайте просто, кто вам что продает. Мы все что-то продаем, все, информацию, там, телеги, еще что-то, но вопрос просто, что вам принесет вред, а что вам принесет пользу, когда вы это купите. А вы все равно покупаете это своим временем, в конце концов. То есть вы пришли, и я вам безумно благодарен, даже хейтерам, и в первую очередь им, потому что они, несмотря на то, что, не знаю, их выворачивает от моего лица, они все равно приходят. Второй прогон, 662 тысячи, и пошел третий. То есть это в 2 раза меньше баллов в Antutu, чем в Poco X6 Pro за те же деньги. Вот. Продам гараж. Валенс — это очень хорошая идея. Продать гараж. Кстати, Poco F3, я сейчас посмотрю, сколько там было в Antutu. У меня Poco F3 есть еще. Это, кстати, напоминание чехол. Это чувак, который меня кинул на 50 тысяч рублей. И он мне подарил чехол. Я не шучу. Нет, Наталья, вы просто посмотрите, как... Вы зайдите на ВК, вбейте вот самую дичь, отключите 18+, и удивитесь, как всякие лиги безопасных интернетов вот это не фильтруют. Им реально плевать. Они людей приводят на платформу, в которой дичь. И вот я не понимаю, как. Они бы занялись бы ее модерацией до того, как туда людей гнать. YouTube модерируется в миллиарды раз лучше. В миллиарды. Попробуйте любую дичь с ВК загрузить на YouTube. Вы лишитесь аккаунта просто. Бракман PC. Нет. Слушайте, вот как зеленый человечек, никто и звать меня никак. Как мне говорили в конце службы, кого-то убил, что ты до сих пор старлей. То есть, вы понимаете, я ходил, обтекал 15 лет, я уволился старлеем. У меня очень неприличный тарифный разряд, очень хороший. Я безумно всем благодарен. У меня все очень хорошо в этом смысле. И получал я всегда очень много денег. И работал очень много. Но, как бы, то, что на меня это не повлияло, это 1 000 000%. Я работал инженером, я делал все для того, чтобы быть хорошим инженером. У меня это дело получалось. Вот такая вот стопища грамот у меня есть. Все, кто со мной работали, ни один не скажет, что я не был одним из лучших специалистов. Да, меня назначали лучшим очень часто, но я любил свою работу, я ее делал хорошо и лучше многих. И никогда не заморачивался, кому я помогаю или еще что-то, потому что я люблю железо. И я продолжаю его любить, а отношение у меня не поменялось ни к чему, никак. И все. Хамстер. Конечно, лохотрон. Иван Иванов, ты тратишь свое время. Время бесценно. Ты можешь кайфушки ловить в это время, не знаю, смотреть фильмы, заниматься спортом. Ты можешь реально придумать какую-то тему, которая даст тебе деньги. Можешь работать курьером, который неплохие деньги. Либо таксистом. Еще очень много всего, в то время как ты кликаешь. Шоенс PC. Еще раз, мы не упоминаем даже это. На крайнем севере везде. Ну, логично, в Петербурге, в Наринмаре и в Мирном. Я ничего не понял, кто там рассуждает. Если кто-то сейчас упоминал политику или религию, бан. Я сразу говорю, этого нет. Джин, не будем. Вот кто-то заработает на этом, кто-то же заработает на этом. Наталья, я поспорил с отцом, что поступлю без знакомых, и я поступил. Сдал было максимум 20 баллов. 20 я получил, и был 69-й в списке, потому что у меня была 4-я форма профпригодности. Я не знаю, сколько раз я переписывал. Очень много. Я, по-моему, еще 3 месяца потом переписывал этот профпригодности. Потом в итоге за меня его написали. Ну, я говорю, я зато... Вот я есть как есть. И все. И, наверное... Но не из разряда, вот, знаете, как народ делает. Вот я такой не... Я стараюсь быть полезным. Вот погоняла пользу у меня всю жизнь.
То есть там, не знаю, со школы, польза. То есть вот канал называется Польза.нет, я польза. Я польза. Вот. Это, наверное, вот такая радость. Иван, все относительно. Вопрос просто... Все обзоры одинаковые. Вопрос просто во взгляде. То есть, как правильно многие пишут, что если бы ты не покупал, у тебя бы взгляд был другой. Да, да, если бы мне на халяву падал этот смартфон, я бы на него по-другому смотрел. Вот прямым текстом, чтобы всем было понятно. Но я пропускаю через себя, через свои деньги, через свои потери и делаю выводы. Джордж, я не буду об этом говорить. Еще раз, любой человек, который учит вас вкладывать деньги, либо делать деньги, он делает деньги на вас. Я могу вам советовать учиться, работать, учиться копить и не верить в то, что вы кого-то обманете, систему обманете и быстро заработаете. Везде, где быстрые деньги, быстрая потеря денег. И все. Я одно могу сказать, если бы у меня было то же самое, что сейчас 40 лет в 20 лет, меня бы не было сейчас. Вот прям миллиард. Всему свое время. Может быть, вы уже созревшие, у вас все будет отлично. Нет, Шуэнс PC. У меня есть определенная канва. И Tecno, и Tello, и Infinix. Мне очень легко делать обзоры, потому что там все тесты реальные. Я ни в одном из обзоров не говорю, я рекомендую, идите покупайте. И зритель получает 100% полную информацию про устройство. Да, абсолютно смешно. То есть, как правильно говорят, что всегда слышно, что я через камеру смеюсь. Но данные реальные, тесты реальные. Я где-то обманываю? Нет. Я кому-то что-то рекомендую? Нет. Все вин-вин. Трэш Да, я говорю, дело-то не в политике, вопрос просто в том, что в ВК очень много запрещенной, вообще запрещенки лютой. И, ну, она по всем законам любых стран запрещенка. И мне кажется, что льют туда специально людей, чтобы развращать. Я говорю, я не понимаю, может быть, никто, ну, извините за грубость, вот стучать на них это норм, чтобы они включили модерацию. Потому что больше дичи, чем в ВК, ваши дети нигде не найдут, даже в Даркнете. То есть даже там, где продают запрещенные вещества, там нет этого. Там надо много заплатить для того, чтобы получить ту дичь, которую в ВК ты можешь получить бесплатно. Просто вбивая всякие теги плохие. И как это можно не видеть, я не знаю. Такое ощущение, что они такие, давайте-ка скупим всю дичь в Даркнете, а потом выгрузим на российскую платформу, зальем туда несколько миллионов человек, и пусть они бесплатно пользуются и развращаются. Там просто жесть! Так, какие самые лучшие наушники цена-качество? Я могу сказать, чем я пользуюсь. Я пользуюсь полноразмерными соньками. Уже много лет. AirPods'ами много лет. Джин, нет, это все просто... Я просто надеюсь, для вас приятный собеседник, потому что вы приятные собеседники для меня. Еще раз, моя позиция не алюминий по поводу чего угодно. И да, когда идут диалоги, допустим, вы мне что-то пишете, я вам отвечаю, но надеюсь, что мои аргументы по поводу каких-то вещей... Ну, есть черное, есть белое. Вот просто есть черное и есть белое, есть серое, да. Но когда черное люди гонят на серое, это YouTube, и ведут тебя просто в бездну черного, чернухи лютейшей, у тебя возникает вопрос, а кому это надо? А это норм вообще? Что это за план такой? То есть, как бы, ну, не знаю, в общем, у меня возникает очень много вопросов, очень плохих. Чем кто владеет, на что людей хотят подсадить, ну, это прям жесть. И я абсолютно далек от этого. Я делаю просто обзорчики, никому утрированно не нужное. То есть, реально, почему у меня есть аудитория? Потому что люди ищут обзор на железку, и у меня он максимально короткий, вы не тратите время, приходите, смотрите. Я работаю под твои разговоры. Зигзаг, и это великолепно. Я безумно рад этому. Enemy Eastwood, я не могу вас игнорировать, я не все могу читать, к сожалению. И я просто не вижу даже сейчас вашего сообщения. Виктор, да, хороший план, как швейцарские часы.
Просто дать людям такие, идите туда, где все с Даркнета, но бесплатно. И народ такой, ей, спасибо. Чего? DPI отваль. Ну, соляви PC. Я говорю, есть трехбуквенники за 300 рублей в месяц личные, и никто не будет вас никуда... Много таких, как в руководстве сидит, такие Лебедев. Леонид, я не... Ну, опять же, публичные личности, я вне политики. Я не оцениваю их. Я просто человек, который живу контентом 7 лет. Я живу в YouTube. До этого он мне был не нужен. А сейчас я живу в сети. И... Ну, мой ребенок пользуется интернетом. Я очень расстроен, что у него есть доступ ВКонтакте. И я очень надеюсь, что бешеное количество у Лебедева детей там не сидят. Либо у них все в порядке с психикой после этого будет. Короче, мне без разницы, как они там делят деньги. Можно делать деньги вот на политическом контенте. Зачем людей в чернуху гнать, я не знаю. Просто отменили бы все вообще и все. На стриме вы другой. Так в этом-то и смысл. Обзор это про технику, а сейчас мы гоняем технику. Мне о чем-то надо разговаривать с вами. Точнее, мне не надо. Вот у меня просто люди иногда спрашивают, как тебе без комьюнити? Мое комьюнити, то есть моя тусовка, мои друзья, они всегда были в интернете. Да, кто-то из них ходил параллельно со мной на рукопашку, там, били лица. Там кто-то бегал со мной, кто-то служил, работал. Но мы все жили всегда в сети, потому что это удобно. Ну, понятно, и в баню ходили по пятницам. Но для меня вот это моя жизнь. То есть сейчас вот этот стрим, это моя жизнь. Я повторяюсь, вот смотрите, 45 минут. Мне один раз донат кинули. И я не буду их, ну, как бы я вспоминаю их только, чтобы Donation Alerts меня не отключил. И отвечать на вопросы я же вам отвечаю все равно. Да, может быть иногда хамно в каком-то смысле. Но поверьте мне, в 99% случаев это потому, что я очень не люблю, когда я делаю какие-то обзоры и топы, а люди не смотрят, им лень просто смотреть, и они приходят на стримы и спрашивают эти вопросы. PC, еще раз будете вспоминать и оценивать страну по действиям каких-то определенных сил для того, чтобы делать деньги, у нас нет политики. Нет политики. У всех есть свои плюсы и минусы. У всех, к сожалению. Болтик, подставка на ЦМФ. Матраскин, вообще бесполезная тема. Вот такая, вот они просто, она неудобная. Вот эта штука, она неудобная. Да, я буду в Валенс гонять в играх. Мы 3 раза всегда гоняем смартфон в Антуту. Кто забыл? Поднимите руку, кто забыл? 2 руки, чтобы мне ничего. Сейчас скажут, что я руку как-то не так поднял. Я 90 градусов поднял руку. Еще раз, кстати, по поводу, да, может быть... Да не хочу вообще по поводу ничего говорить. Чего-то странного. Фриман, привет. Realme GT6 Китая или OnePlus Ace 3? Как я за вас решу? У меня есть топы на канале. Вот можете их посмотреть. Завтра будет очередной топ флагманов. А точно это же оно. Ничего не понял? Шутенс, еще раз. Меня не будет никогда в политике. Мне проще погибнуть где-то в плохих местах. Я считаю, что... я ничего не считаю, окей? Я слишком стар для всего этого. Я одно могу сказать, еще раз. Всем, кто слева, справа, посередине, еще где-то. Я плачу налоги, я проверяю госуслуги. Никаких бумажек я никогда не получал ни от кого, ни по поводу чего. Никто меня никуда никогда не звал. И поверьте мне, я обращаюсь к госуслугам чаще, чем вы. И по налогам, и еще по другим темам. Потому что у меня есть деловые контакты, и мне необходимо... Ну, я в белую живу. Всю жизнь, при том. Но, как мне друг говорит, я никогда не ходил на работу в 8 утра, у него всегда бизнес был. А я 20 лет ходил на службу в 6 часов утра. И иногда не уходил по несколько дней. И ничего страшного. Я сплю уже, хорошо. Иван, как будет, так будет. Пока... Вот честно, давайте максимально. Вот Владимир, у меня есть друг, он купил мне ноут, на который я сделаю шорты, но не буду делать обзор, потому что я его покупал в... подарок.
И очень сложно не делать контент, который не хочешь. То есть я вот когда хочу, тогда делаю. Когда я считаю нужным, что вот, время пришло, надо делать топы. Я их делаю. То есть у меня, я понимаю, что обновился там 10 этих смартфонов новых будет, или цены поменяли очень сильно в категориях, в моем понимании, что лучше, что хуже. Иван, там очень много слов, которые разрешены, но вопрос, что значит ищут преступников? Вы стебетесь? Они выкладывают видео запрещенки в общественный доступ, который можно скачать. Нет, друг, это нелегальщина. Они занимаются нелегальной деятельностью. Вообще же, вы понимаете, вы ищете оправдание людям, которые размещают нелегальный контент на своей площадке. Окей, вам точно не на этот канал. В обзорах наушников часто вижу один и тот же телефон. Stealthix это OnePlus 10T. Часто. Sony DJI, понятно, а вкладыши чего? Какие DJI? Sony WF, ну, которые полноразмерки. Vivo Ultra топ. Под Vivo надо наушники Vivo, у них же есть вкладыши. Александр, лучшая страна Россия, лучший город Москва. Я не без сарказма это говорю, хотя я там никогда не жил. То есть я жил там только в детстве, либо приезжал. Все, 647 тысяч. А сейчас будем измерять шим потихонечку. И не каким-нибудь там Радексом. И Радексом тоже, ладно. Вот. Да, типа выделываюсь. Не зря же потратил столько денег. Как я могу не выделываться, если потратил столько? Так, все. Спасибо за ответ. Пожалуйста. 10T OnePlus по 20 штук, когда он продавался, вот в ТГ скидок было. Это был прям цвет, блеск, красота. Вот видите, YouTube заблочили, а нас все равно 146 в онлайне на какой-то CMF смартфон. Кстати, следующая прожарка будет... Я не знаю, на что сделать следующую. У меня... Сейчас скажу, что есть, кстати. Ладно, потом. Я очень хотел на Huawei, но у меня опять там ничего не работает. То есть это, конечно, дичь, но вот так. Сколько вам лет? 40. А вам? Вопрос к техноблогеру. Сколько тебе лет? Все, что интересует во время теста CMF. Сколько тебе лет? Так, 100%. Он сбросил яркость, получается, во время прожарки. Подлец. 6%, 6,9 шим на 100% яркости, 860 люксов. На 60 примерно 9%. На 30 13. В нуле 63. Ну, это, кстати, тоже норм. Потому что в нуле вряд ли вы будете юзать. И вот так, где-то 15%, 25% шим. Это, опять же, чем-то неприятным. То есть, чтобы продавать, надо другой использовать девайс. Радекс. Родной Радекс. Мы еще максимальный шим, кстати, яркость померяем. 890 люксов. Шим. Нет, тоже показывает. Нет, 6%. На 50. 6%. На 30. 8%. Какой хороший Радекс, да? На 15. 9. И на 10. 9. В общем, чему доверять поверенному прибору или поверенному Радексу решать вам. Метрологам привет. Светлана, в Москве все хорошо и погода тоже. Можно зато всякие сумки, шлепки и ботинки покупать классные. Так, дальше. Что у нас из интересного? Мы можем зайти в Antutu и показать тротлинг-тест. Напоминаю, что фактически вот получается, что вот у вас Poco F6,
1 300 000 баллов Антуту. Вот 600 000 баллов Антуту. Но он красивый. Без стёбу, он красивый. Вот эта блямба нереально неудобная. Матроскин, Андрюха, тебе удобно? Вот человек пользуется. Леонид, 19 числа стартует продажа Норда 4. Хотите? Мне да. Этот глаз с коврика смотрит прямо в душу. Потому что его кофе заливал 500 000 раз. Это он мне в душу смотрит. Так, вроде Паджи планировал прожарку. Под OnePlus он не пришел. Он мне до сих пор не пришел, он на границе застрял. То есть я сейчас еще раз посмотрю, что у меня с смартфона. 5 секунд. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Вот. Redmi K70 Ultra я купил. Я сейчас, кстати, проверю, он мне послали его или нет. По-моему, нет. Вообще очень много всего не посылают. Вот поэтому я дублирую очень часто, покупаю в разные места. Так, Honor не послали, Redmi не послали. Ну что за печаль? Не послали. Пишет, что пошлет скоро. Мне очень понравился Honor 200 по тестам. Как вы помните, мы его гоняли. Так, сейчас мы включаем PUBG New State, я думаю. Как ситуация? Никак. Джонни, вот знаете, как мне интересно понравилось по поводу... Вы как раз тот человек, который закупил партию. Мне написали с Авито, тип, мы закупили партию iQOO 9s Pro, когда у тебя обзор. А вы не очумели вообще? Ну, из-за вас мне его и не посылают. Делайте сами обзоры. Просто, прям же... Ну, я просто очумел от того, что мне человек пишет в наглую. Типа, давай быстрее делай нам обзор. Хотя их в жизни... Ну, как бы я не знаю даже, кто это. Вот такая магия. Да, заказал Iron N1. Я вообще, по-моему, все часы заказываю, какие только есть. Пура как... А это единственная ее функция. Story. Есть ли смысл его юзать, если до этого был Poco X6 Pro? Я не понимаю вопроса. Айкушки классные смарты, вам понравятся. Для начала в Diablo никто не против. Так. И заодно я, кстати, смогу спокойно вам отвечать на вопросы, потому что это просто долбилка. Нет, Fold 4 не будет обзора, но будет обзор на вот это. На Fold 6. Понимаете, Xiaomi я потом не продам. То есть сам с потеря 30%, 20%, Xiaomi потеря 50%. Иван, я вообще не дисциплинирован. У меня дисциплинированность уровня 0. Но я опаздывал на службу один раз, по-моему, только всего. Опять же, ну, вы знаете, как на службе делают. То есть, если считать, когда разводы были на 30 минут раньше, чем должны быть, то чаще. А так, фактически, надеть. 11 000, перенос. Так. Ничего ж себе я там набрал перенос. Так, надо сначала выставить, чтобы нам FPS показывало. Счетчик частоты кадров. Отлично. А где он? Не понял. Все, вот он. Вот сюда. И очень интересно, как он 100 показывает, конечно. Настройки. Ну что, нельзя сюда? Ну ладно. Графика. 60. 60 FPS даже нельзя включить. А какие он 60 тогда FPS показывает? Такой вообще хитрюль. Вот он и FPS внутренний, смотрите, да? Так, все. Смотрим. 78%. Засекаем. И я пока буду отвечать на ваши вопросы. Да? Или не отвечать? Вот он, Poco F3 до сих пор юзается мной. Так, понеслась. Так,
Изготовление комплектов нам не надо, а вот нам надо распознать. Игровой режим, кстати, вот. Яркость, блокировка. Все. Уже какие-то тормоза поперли. Пошли, извините. Вы меня, если что, вот по поводу моего диалога, если кому-то не нравятся английские слова, еще что-то, я абсолютно адекватно воспринимаю это. Заблокировали аккаунт за использование плохо. Сочувствую вам. Не шутя вообще. Все. Вообще есть ощущение, что он тормозит. Хотя он показывает, видите, периодически 90. Но он здесь и должен тормозить. Но тормозит как-то по мне люто. Вы видите? Напоминаю, что сейчас у меня Sony Z10VE, две камеры. И они должны отрабатывать суперски. Кнопочными телефонами был такой же интерес. Сформулируйте, что вы хотите узнать по поводу кнопочных. Сань, вполне, у меня еще прищепка-подставка. Привык уже, конечно, удобно без нее, но человек такая зараза. Нет, вопрос просто к тому, что это неудобно, согласись. То есть удобнее без вот этих штук. То есть когда они говорят вам, вот, классно, мы сделали вот эту вот штуковину, она неудобна. Вот. Мистер, еще раз, какие в будущем присмотреться на часы? Сформулируйте, пожалуйста. Я абсолютно не понимаю, что вы имеете в виду. Мистер Статический, привет. Статический. Так. Я вспомнил, потому что в прошлом стриме ты сказал, что его поставляют, и они пошли куда-то там. Джонни, ну не посылают мне его, да и в топку. Я еще раз 19-го его... Я полечу в Японию. Ой, какой я в Японию уже летал. Я в Китай полечу, у меня есть виза. Я через месяцок полечу, я сейчас подам на 10-летнюю визу. И если все будет в ажуре, то я полечу в Японию, в Китай в конце сентября. Скуплю все, что не придет. Хорошо, договорились? У меня есть на 554 смартфона, как всегда. Может, даже на больше. Все, что надо, все куплю. Полечу не один, чтобы можно было 15 смартов взять. А что? Что? Да куда разогревать? Я же не первый день пользуюсь, я уже фотографии на него скидывал. Да, фризы прям заметные. Он хотя показывает 30 FPS, это вообще не 30 FPS, даже близко. И как мне нравилось, он не греется. Да, он не греется, потому что он не прорисовывает ничего. Но я говорю, мы в PUBG увидим реальные FPS, а не то, что вот он пишет в своем внутреннем счетчике, потому что ему просто так удобно. В конце еду за границу учиться. Поздравляю вас. Мир, он одинаковый, поверьте мне. У всех одинаковые проблемы, все одинаковые. Ну, и нигде нет людоедов, как показывают. Единственное, да, нигде нет людоедов. Нигде. Кое-где опасно, кое-где, вот, допустим, я говорю, в Центральной Азии я не чувствую себя комфортно вообще, потому что культура другая, религия абсолютно другая, и, ну, отношение как бы специфичное. Я не очень хочу лететь в Индию, если честно. Хотя надо, наверное, слетать, потому что я там не был. Но существует очень много мест, которые в сотни раз хуже, чем любая российская глубинка. В том числе, допустим, опять же, вот я летал в Доминикану, там ничего хорошего нет. А рядом есть еще Гаити. Там вообще жесть. Просто жесть. Я даже туда не поехал, потому что посмотрел ролики и прикинул, что если в Доминикане так, то, наверное, там на Гаити вот так. Или в Манилу я летал. Почитайте. Это просто же столько детей бездомных я не видел, ну, даже гипотетически не. Просто там люди живут на улице. Ну, там жесть. Вот прям жесть. Опять же, наверное, есть еще большая жесть. И не есть, а 100% там в Африке какой-нибудь. В некоторых странах. Поэтому, смотря куда вы поедете, надеюсь, вы поедете в месте, где живут лучше, чем живут окружающие вас люди. ЛТР, виза, почему первый раз слышишь? Интернет в помощь.
Такие забавные люди, есть интернет, друзья. Когда вы откроете интернет, вы откроете для себя весь мир. И относитесь к к сарказму, не к сарказму. Я не знаю, как можно не знать о вещах, которые есть в интернете. Нет, не везде. То есть, допустим, в Таиланде очень мало где знают английский язык. В Японии, в Токио знают, в Осаке почти никто не знает. В отелях, да, а в остальных местах нет. То есть, если брать какие еще страны, где я был? В Эмиратах очень хорошо все говорят по-английски. В Турции не все знают английский. В, как их, в курортных городах, да, но не во всех. Что за игра? Диабло. Диабло. Кто-нибудь запомнил проценты? А что про визу в Китай? Китай тоже не, это точно не то место, где бы я хотел жить, Китай. Видите? Кое-как мы боремся с онлайном. 149 человек. Я, кстати, думал, максимум 50 будет, учитывая тенденцию YouTube. Спасибо огромное всем, кто пришел. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Буду стараться отвечать. А вы не были на Гаити? Нас и здесь неплохо кормят. Но, опять же, не нравится вам, никуда не едьте дальше своего города. Вопрос в... Ну, как... Я могу сейчас плохие вещи... Не буду я плохие вещи говорить. Не буду. Просто насколько ваш мир будет большой, настолько большой мир будет у ваших детей. А пока вы не поймете мир, вам могут впаривать что угодно, и пока вы его не увидите. И вы будете всему верить, что где-то живут людоеды, где-то на кого-то, кому-то не наплевать. Все живут, вот где я кого не видел, всем вообще на всех все равно. Все живут и думают о своей жизни, о еде, о воде, о комфорте, о работе, о учебе, о любви, еще о чем-то. Все, вот нигде еще не встречал более заряженных людей про политику, чем в России. Вот в России единственная страна, где все интересуются политикой. Где бы я ни был, всем вообще абсолютно наплевать, что где в мире происходит. Даже где у соседей. Потому что, ну, интересует то, что есть, что пить, какую машину купить, как заработать. Никто не интересуется политикой нигде. Вот опять же, может быть, это мои такие круги общения. Только у нас, у всех меня вокруг все интересовало. Всем абсолютно наплевать. Пожалуйста, Александр. Но это мой взгляд. Опять же, я не в стольких странах, я не знаю, может, в 30 странах максимум был. Может, где-то в остальных 550, там, сколько их, 200 еще. Более-менее, в которых можно скататься. Там по-другому. Говорят, Google перестанет работать. Кубик кубика. Хватит разгонять. Ну, перестанет Google работать, так и перестанет. Ну, какая разница? К чему это все? Выстрел в ногу? Ну, хорошо, запретят интернет. Ну, запретят. Ну, к чему обсасывать эту тему? Есть альтернатива у нас. Есть вместо Гугла наша операционная система. Супер. Есть наши гаджеты. Супер. Вот сейчас увидим, как что будет работать. Как платформы с нелегальным контентом типа ВК, ну окей, я уже увидел. YV нет, просто людям. Каким туристам, друг? Может, ты не заметил, но я 2 года не турист уже. К сожалению, мы всегда обсуждаем с туристами все. И если вы будете предполагать, что... Опять же, кто-то там помазанный... Ладно, не будем. Опять, вот, мне так не нравится, когда люди считают особенными себя просто по праву рождения на какой-то территории. Это очень плохо попахивает, я вам прямым текстом говорю. И я считаю, что любой разумный человек так согласится. Так же, как какая-то религия более правильная или лучше, я так не считаю. Все религии важны, все религии нужны. И для каждой нации, и для каждого индивидуума что-то ближе есть, что-то важнее. И неважно, где ты родился. Ты одинаково имеешь право на жизнь, счастье, питание, безопасность и все остальное. Вот.
Я в Китай не очень хочу. У меня там очень много знакомых, и вы идеализируете. Но я туда полечу. Геншин будет? Наверное, да. Как любят форсить, ну заблочит, я говорю. Я вот не удивлюсь, если просто интернет отменят. И реально поставят автоматы, чтобы можно было покупать через интернет там в маркетплейсах. Почему нет? Ну, обезопасить людей от вот этой вот гадости. Книжки надо читать нормальные, а не в интернетах сидеть. Смотреть, как плитку кладут. Я... Сейчас будут, знаете, чего форсить? И почему это форсится про Google и все остальное? Забанят, забанят. Ну, что делать? Вы на это можете повлиять? Нет. Будете просто говорить, окей, классно. Не надо нам Гугла, не надо интернета. Вот. А к чему это все? К тому, что рано или поздно все меняется. Мир, он цикличен. И чем больше давишь, чем больше действия, тем больше противодействия. Физику никто не отменял. Рано или поздно что угодно может, не может, а рано или поздно все всегда ломается. Вопрос просто, когда это произойдет и к чему это приведет. Я очень не хочу, чтобы что-то где-то как-то ломалось. Очень не хочу. Но передавить очень неразумно. Мы помним, как Telegram блокировали? Кто помнит, друзья? Насколько эффективно, эффектно? Ну, если сказать, что это было эффективно и эффектно, окей. Окей, хорошо. Ну, то есть я согласен, ладно. Взять X6 на распродаже и не беспокоиться. Можно. Олег, школа, не скоро. И не пиарьте еще раз, мы можем упоминать миллионников. Миллионников. Вы зря форсите. Еще раз, моя особенность, в отличие от остальных блогеров, зачем вам подкаст со мной? Я чуть ли не каждую неделю, по 2 раза в неделю, по 3 часа делаю стримы. Что вы здесь можете у меня не спросить, на что бы я не ответил вам? Если я здесь не отвечаю, значит, я где-то в другом месте тоже не отвечу. Поэтому для меня это очень странный вопрос. Зачем? Пока блокировали ТГ, ну, не знаю, не знаю. Вот они блокировали, все было круто, и вот сейчас будут блокировать YouTube, все будет круто. Потом еще серверы у Гугла заберут, потом еще Google сервисы все отменят, и потом... Главное, чтобы банки не навернулись, потому что у меня в банках деньги, и я по поводу этого очень беспокоюсь. Все, что меня интересует, это чтобы не навернулись банки, а так пусть блокируют что угодно. Вот. Я считаю так. Ну чего, а зачем? Зачем все это? Зачем этот интернет? Лучше люди будут в кружки собираться. Там, может быть, профсоюзы, еще что-то. Они же этого хотят. Выйдут гулять, в конце концов. Найдут соседей, объединятся по какому-то принципу. Это же все именно так работает. Если кто-то забыл, это так и будет работать. И работает так во всем мире. Виктор, еще раз. Дима Вайпер можно вспомнить. Почему нет? Миллионник. Просто у меня стримы каждую неделю. Чего вы здесь не можете у меня спросить? Vivo наконец покупают. Шустен с PC. Ну пока не купили, давайте не будем надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Серук, ну хорошо, если еще раз не будет, будет. Какая разница? Я же еще раз повторяю, у меня позиция проста. Я техноблогер. Мне вообще нечего рассуждать. Им виднее, что должно работать, что не должно. К какой информации у людей должен быть доступ. Где ЧВК, значит так надо. Им виднее. К Ютьюбу нескрепному, значит к Ютьюбу. Не должно быть к Ютьюбу, значит не должно. Интернета не должно быть, значит не должно. Они все решат. Я вообще по поводу этого не собираюсь ни дискутировать, ни решать. Вот чего я делаю? Я тестирую смартфон CMF, общаюсь с вами на житейские темы. Не советую в инвестиции лезть без понимания. Не советую лезть в крипту. Что я плохое что-то советую? Не советую в скам лезть. Не советую пользоваться площадками, которые не проверены. Очень советую вам включать голову, экономить деньги и обезопашивать себя. Все. Разве что-то плохое говорю? Нет.
Кубик. Еще раз. Huawei-евские смартфоны на Android 12. Вы заблокированы. Обманщик, дезинформатор и диверсант. Вот такие вот диверсанты к нам приходят. Вот это называется бот, который абсолютно не понимает, как что работает. Huawei-евские смартфоны на Android 12 версии. Если блокнут андроиды, этот андроид умрет тоже. Кубик, подлец, дезинформатор, провокатор европейский. Все. Вот такие обманщики специально хотят нас подставить, чтобы мы без смартфонов оставились. Белого сухого с минералочкой 1 к 1. Нет, я против алкоголя. Вы можете за. Против алкоголя, табака. Я вообще за то, чтобы алкоголь запретили. Кому надо, тут будет гнать, что надо. Вот серьезно. Табак вообще запретили. Вот сейчас все хотят, чтобы я сгорел в гиене огненной, правда? И уж тем более против каких-нибудь других запрещенок. Саша поел перед стримом? Нет, я, кстати, сегодня не ел еще, а надо поесть. Вот вы разогнали во мне. Теперь я хочу есть. Даша, очень приятно вас видеть. Я, если что-то лишнее говорю, вы пишите. Но, по-моему, я ничего плохого не говорю. Говорю, смиритесь. Есть у нас возможность встретиться, отлично. Не будет возможности, будете встречаться с соседями, собираться в кружки. Может быть, как-то реально будете активны во всяких социальных штуках. Это хорошо, когда люди начнут объединяться по интересам большими компаниями. Потому что это к ничему плохому не приводит. А то они сейчас разобщены с этими всякими интернетами. Вот, их надо объединить. Спасибо им за то, что они заставляют людей вылезти из экранов и посмотреть на окружающую действительность. Кто-то бумажечку поднимет, кто-то обратит на что-то внимание. Общество должно постепенно регулироваться само по себе. Вот. Сейчас буду зевать. Леший, бесценная информация. Вот ради таких комментариев я и сижу на стриме по 3 часа. Шнурок со стаканчиком перекинешь? Да. Все будет норм. Радио подключим. Радиоточки же не все отключили. Просто я единственный человек денег. И я абсолютно не понимаю, как государству не нужны лишние деньги. Потому что интернет – это деньги. Даже YouTube, пусть он без рекламы, это просто безумные деньги. Это деловая активность. Ну окей. Окей, значит, много лишней деловой активности. Им виднее. Им виднее, сколько деловой активности должно быть в государстве для его развития. И какая из этих деловых активностей плохая, какая хорошая. Если они об этом думают. Или не думают. Или если не думают. Ну, в общем, не важно все это. Главное, вы посмотрите, в онлайне 162 человека, вопреки всему, несмотря ни на что, с каким-то смартфоном CMF. Мы все-таки еще могем. Да? Собираться. Джонни... Им виднее, без сарказма, им виднее. Я говорю, я вне вообще вот этих штук. Я уверен, что взрослые дядьки, которых выбрали для того, чтобы они все регулировали, они нормально срегулируют. Денег хватает, значит, в бюджете для того, чтобы не иметь деньги с YouTube. Ну, окей, как бы хорошо. Еще раз повторяюсь, я просто знаю, как YouTube работает, друзья. Он приносит очень много денег казне. В том числе и я плачу очень много налогов. И не только я. Не нужны эти налоги, значит окей. У меня есть другие доходы, буду с другого платить налоги. Я очень знаю много людей, которые теперь не будут платить налоги, потому что у них не будет денег. Возможно, они будут с каких-то других вещей платить. Это все не важно. Главное, что у нас есть пока возможность собраться, поиграть в игры в онлайне и посмотреть, как смартфоны себя ведут. В конце концов, я смогу собираться так сам с собой, а вы потом при необходимости сможете где-нибудь это скачивать. Сам с собой ведут беседу. Может, набирать буду вопросы. Кстати, где человек этот по поводу подкаста? Вот, у меня каждый день подкаст по 3 часа. Ну, не каждый, но очень часто, согласитесь. Что ты хочешь еще узнать обо мне? 40 лет мне. Дядьке 40 лет. Машины нет, квартиры нет. И не будет, скорее всего.
Да, у Huawei 12-й Android. Хватит верить в этих в рекламщиков, которые сейчас будут гнать всех покупать Huawei, который не на андроиде, который на андроиде. Это такая смех, просто смех. Они будут работать. Нет, они не будут работать, они тоже на андроиде. Такие подлецы просто, вот просто маркетологи, да? Хитрецы. А на Neo 9 понятия не имею. Neo 9, адекватный ценник на Neo 10 ждите. Вот все, что я могу сказать вам. Ждем Neo 10. Выбираю себе телефоны. Похоже, прихожу к яблоку. Яблоко, ну, опять же, вот смотрите. Объективно, с одной стороны, ликвидность яблока это хорошо. С другой стороны, дешево ты его, как, допустим, Samsung, не купишь. И выкладывать 80 тысяч за флагман Samsung или 130 тысяч за флагман от яблока, который ты, к сожалению, не сможешь как NFC использовать, над которым все будут издеваться, и в банковских приложениях у тебя будет не все волшебно. Это тоже вопрос. Почему я на яблоке? Все очень просто. Я снимаю обзоры на него. Ну, то есть я его для камеры использую. Нет, конечно, не лучший DD. Кто вам сказал, что Vivo лучший в видео? Он красит просто безбожно просто. Вообще безбожно красит Vivo. Такие смешные. И опять же на нем очень хорошая маржа. То есть продавцы с Китая очень хорошо на нем зарабатывают на Vivo. А на Авито вы его не продадите потом нормально. Вообще никак. Фантом это днище просто техновское. Удачных покупок. Купите, пожалуйста, а потом вернитесь на мой канал. Вы стебетесь? Его никто не покупает, он дохнет, обнов нету. Еще продавец пришел, теперь Фантома. Давайте, ну ладно, это хотя бы не хуавеевские дезинформаторы без андроида. А как можно быть вообще таким беспринципным и врать по поводу того, что Huawei не на андроиде? Вот реально не стыдно же людям? Они же все больше триггерят меня на то, чтобы я это вспоминал и каждый раз на это давил просто. Новый способ продать Huawei, да? Они не на андроиде, они на андроиде. Neo 9 на распродаже рублей за 20. Не будет там 20 тысяч Neo 9. Ты не заметил сегодня стрим на каком-то напряге? Леонид, если вам некомфортно на стриме, вы просто на него не приходите. Я не на напряге, я просто есть хочу. А народ, да, народ просто ожидает полной блокировки интернета, и, разумеется, никакой радости от этого нет. Потому что, опять же, придется, опять же, собираться в какие-то комьюнити, может быть, вспоминать былое. И общаться дворами, соседями, и постепенно входить в жизнь, интересоваться окружающим. Это хорошо. Во всем нужно видеть свои плюсы. Просто продавец, они стабильно у больших блогеров сидят. Конечно. Но они просто лишний раз триггерят. Еще раз. Huawei лучший смартфон по потере ликвидности. За 73 тысячи рублей то, что стоило 130 тысяч, через 2 месяца вы ничто не купите. Только Puro 70 Ultra. Это суперский смартфон. Идеальный для того, чтобы посмеяться над соседом, который купил его за 130 кусков. Прям вообще. Большего стёба нет. И он, да, на 12-м андроиде. Помните, пожалуйста. Если андроиды будут блочить, он умрет тоже. При том в числе, может быть, даже первых. Потому что он на 12-м андроиде. Тёма, да. Не, большего дна нету. Там, по-моему, их новые даже уже за копейки продавали. Я даже про него забыл. Раритет такой бесполезный. А я не помню, не, у меня, по-моему, не рекламный обзор был на него. Ты серьезно про интернет сейчас? А почему нет? Почему не отрубить? В Северной Корее он есть? Нету. Ну, через какие-нибудь там... А почему нет? Ну, то есть, почему нет? Назовите причину. Можно создать клубы, допустим, в которые люди смогут приходить и покупать там через интернет, что им надо. И скачивать, допустим, фильмы, сериалы, а потом уже смотреть. Николай, да, и еще и iOS заблокируют. Да нечего, пусть книжки читают. Я просто от ситуации чумею, ну окей.
Наверное, я слишком стар для всего этого. Я не совсем понимаю, что происходит. И я очень часто, как это называется, драматизирую. Но в основном все мои мысли по поводу того, что что-то будет плохо, оно так и происходит. Просто через какое-то время. Никакой блокировки не будет. Смешно, Александр. А сейчас что? Пропитаны Москва. Вы вот уже со стороны политики, да, наверное? Цифровизацией. Прям пропитано. Наверное, поэтому YouTube не работает у большинства, да? И они планируют у гуглов забрать сервисы, чтобы еще и почта ни у кого не работала. Я вообще, я даже не представляю, что от этого крякнется параллельно. То есть до такой степени, ну, типа довести Google, чтобы они все Android-устройства заблокировали. Ну, окей. А ради чего? Ну, типа, ну, я не знаю. Ну, окей, хорошо. Посмотрим. Кто от этого выиграет? Неужели реально может население выиграть от того, что окирпичатся все электронные устройства на андроиде? Ну ладно, ну окей, говорю, кому-то это выгодно. Но не Huawei, они тоже на андроиде. Так нет, они же могут, вы не совсем понимаете, наверное, схему. Все устройства на андроиде могут быть заблокированы со стороны андроида уже потом, если мы заблокируем их. Это же работает в две стороны. Почему все думают, что как бы вторая сторона всегда подставит щеку? Сегодня подставит, завтра может не подставить. Или о безопасности себя никто не думает, потому что вообще наплевать. Я говорю, я очень часто повторяю, как, в принципе, люди собираются некоторые виды техники активировать, летающие. Я думаю, все прекрасно поняли. Джонни, мы не обсуждаем это. Мы обсуждаем с точки зрения, что нужно быть морально готовым к тому, что, да, интернет превратится в Фидонет, или почему нет? Ну, то есть, почему нет? Они же могут, показывают, что могут, и им все равно показывают. Людям все окей, все окей. Ну, ладно. Что, кто-то возмущается? Нет, всем норм. Всем нравится дичь в ВК. Всем нравится их небезопасный поиск, что теперь дети там будут сидеть. Мультики смотреть там, где на этой площадке, и ладно. Просто, ладно. Ну да, будет, да, забавно, как народ будет... Так нет, вопрос просто ну вот окей, они конфискуют сервера. А точно на этих серверах ничего нету, от чего зависит интернет? Я говорю, я просто вспоминаю великолепную блокировку Телеграма. И там, по-моему, не все было гладко. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Я чего-то не заметил. А еще, к сожалению, у меня есть знакомые, которые работают... реально топ-менеджерами в очень крупных компаниях. Из прошлого, ну вот я уже рассказывал своим админам там поподробнее. Там очень большие проблемы. И это будет влиять на всех. И, ну окей. Может быть, у них все просчитано. И если все просчитано, то окей, то все хорошо. Но если все не просчитано, я бы на их месте у крупного бизнеса бы спросил, все ли в порядке. Потому что у крупного бизнеса уже не все в порядке. А там сферы, от которых зависит все. Безопасность всего. Вот, я надеюсь, что я максимально рассказал. Так, 29 минут. В принципе, он отработал. Все время показывал 30 FPS. По ощущениям 30 FPS не было. 72%. Было 78%. То есть 12%, правильно? Или нет? Я так есть безумно хочу, вы бы знали. Я вспомнил, что я не ел сегодня, у меня просто уже 2 часа ночи. Если кого-то чем-то обижаю, напишите. Я не шучу, я реально откорректирую свой сленг, диалог. Я не бот, ничем. Даже свой YouTube работает, даже Вансет. Но это колокольный звон реально напрягает. Я говорю, что просто проблема в том, что... Может быть, кому-то надо просто, чтобы интернет не работал в России, но точно мне кажется, что это не людям, которые отвечают за безопасность и за экономику, потому что
Но это неразумно отключать доходы. Так, 72% было 78. 12% в час. 72 было или сколько было процентов? Да, все идет по плану. Все идет по плану. Это цитата. Я ее поддерживаю. 2 пальца вверх. Все по плану. Наверное, и это план. К чему он приведет? Ставка рефинансирования, правда, не очень радует. 78. То есть 12% в час. В Диабло. Ну, 30 FPS, которые еще и лагали. Давайте будем откровенны. Это, конечно, тоже такое себе. Теперь New State. Все по плану. Все везде по плану. Это не сарказм. Это не сарказм. Я вижу, что все по плану. Просто план мне лично не должен быть. Мне он и не должен быть понятен. Вот. Так, а почему? Продолжить. Окей. Сейчас он обновится. Всем великолепного вечера. Надеюсь, что... Я, кстати, вас учу. Напоминаю, может быть, окей. Давайте без подкастов. Чем я на службе занимался, помимо инженера? Я был нештатным дознавателем, поэтому я подбираю слова. Понятно, что я вам 100% даю, что на любого человека найдется статья, но слова я умею подбирать, и я никогда ничего не имею плохого в виду. И сразу себя осуждаю. И всех поддерживаю. Всегда. Это раз. 2. Без сарказма. Я чем только не занимался. То есть у меня была маленькая, очень маленькая часть на Крайнем Севере. И у нас было много нештатных должностей, включая секретку, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И я понимаю, как очень много вещей работает, о которых вы даже не подозреваете. Realme Buds Air 6 Pro. Отличные наушники. Ждите распродажи. Ну, видите, Лембас, там же тема, что они сервера хотят забрать. Я не знаю, как это будет происходить. Мне все равно. Я вообще ничего не понимаю уже в этой жизни. Почему-то он не обновляет. Почему он не обновляет? Интересно. Нет, стоп, отмена. Обновить. Что с ним происходит вообще? Он обновляется? Напомнить позже. Завтра. Давайте подождем чуть-чуть. Он попытается обновиться. Покушать надо. Зашибись, Серук. А я сегодня не ел еще. 2 часа ночи. Ну, издевайтесь надо мной. Хейтеры. Особо спасибо, что вы приходите. Напоминаю, что купил несколько таких еще игрушек. Теперь буду еще и фотки их делать. Покажу еще 2. Дядя Саша укукнулся. Ладно, потом. Завтра увидите. Утром. В примерах фоток. Сам себя осуждаю на всякий случай. Нет, не виноват. А в чем виноват? Хорошо, виноват. Виноват, каюсь. В чем? Не понял замысел. Ну, за это не сажают, за то, что замысел не понял. Но уверен, замысел есть, и он будет интересный. И у всех все получится. Как обычно. Через терник к звездам. Никифор. Сомнительный план. Не нам решать, им видней. Им видней. По результатам увидим. Но пока единственное могу сказать, что как я вижу этот мир, кое-кто пожирает сам себя в очень больших темпах. По каким-то причинам. Когда все прекрасно понимаешь. Да, все по плану. Но мы же общаемся. Я говорю, самое главное, что люди становятся умнее. Я по поводу телефонов. То есть мы больше разбираемся, не переплачиваем, можем сравнивать и покупаем по выгодным ценам. Учитесь у взрослого дядьки, как все говорить и не говорить одновременно. У меня даже контекста нет, хочу отметить. Матраскин. Я не знаю, это, надеюсь, не запрещенный знак пока. Если запрещенный, сам себя осуждаю. Жесть!
Вот если честно, у меня есть ощущение, как будто я зеленый человек все еще. Ничего не поменялось. Также следит за всем. S23FE, Samsung S23FE не самый новый смартфон. Все идет по плану. Что, песню никто не слышал? Да. Все встанет на свои места. Жизнь все расставляет, как и история. Кто был никем, тот станет всем. Я не буду цитировать, что и мертвые позавидуют, и живые посоветуют мертвым. Надеюсь, этого не произойдет. А жираф большой, ему виднее, конечно. Вообще Высоцкий все спел, что надо. Вместе с кино. Константин Григорьев, привет. Тёма, мы про это не говорим. Это все элементы политики, и это план, наверное. Ну, это все план. Все по плану. Все у всех по плану. Очень сложный план. Я никогда ничего не пытаюсь понять. Я слишком стар для всего этого. Так. Александр, я вам помогу. Вы росли без интернета, хорошо. Только сейчас вы сидите в телефоне. Книжки читали. Смешно. А еще и была медицина на абсолютно другом уровне. Уровень образования. И к чему это привело? К тому, что сидели во дворах и книжки читали. Что-то произошло, наверное, плохое. И очень долго происходило. Давайте не будем повторять вот эти вещи, что плохое происходило. Я просто 83-го года рождения, и я видел не только хорошее. Благодаря моему отцу я видел в основном хорошее, потому что он занимался бизнесом. Но очень много моих друзей голодали очень долго, как раз потому, что кто-то читал книжки. Часть корабля, часть команды, да. Так, понеслась. Настройки. Как он тяжело идет-то. 90 FPS, ультра высокие. Сохранить. Ох, уже тач говорит друг. Я тебе не друг. Так, все окей. FPS показывает. Я думаю, вот сюда. Николай, я не знаю, кто это, поэтому я на всякий случай удалю комментарий. Но... Да, Виктор, и поэтому вот опять же, вот эти ГОСТы, я знаю тоже, что там не все хорошо было. Давайте, знаете, как очень классно идеализируют историю? А у меня из-за медицины мать умерла, из-за этой, которая там была. Потому что когда она пришла к врачу и сказали, иди домой, ты 18 не должна болеть. У всех разные истории, правда? И до 76-го года у меня бабушка не могла уехать из деревни, потому что ей не давали паспорт. Очень похоже на трудодни, правда? У всех разные истории, у всех. Я рад, если ваша была классная. Я очень рад, если ваша была классная. Вот. Тёма, это люди, которых я очень сильно осуждаю. Давайте не будем. YV. Вопрос образования очень довольно сложный. Почему? Потому что современный мир предполагает быстрое изменение обстановки. Допустим, многие мои знакомые, которые работают программистами, вообще без высшего образования, а зарабатывают по 300 кусков. А есть те, которые по 800 кусков зарабатывают, без вышки. И вопрос образования, который не дает тебе практических навыков для того, чтобы ты мог использовать его в бизнесе или в любых других сферах. Либо второй вопрос по поводу образования. Я, допустим, за образование сварщика, слесаря, еще кого-то подобного из рабочих профессий, потому что это реальные деньги. Очень часто очень большие деньги. И когда мы дискутируем по поводу таких вещей, Серж, опять же, не надо таких грубых вещей. Саня, это как то видео с бабушкой. Интернет, они проводят интернет. Да, вот уберем тоже мат. Не удаляю ничего. Да, человек с мотыгой жил хорошо.
Джордж, я не рассуждаю по поводу этого. Знаете, как мой друг хорошо говорит? Я у него часто спрашиваю, ну, мы дискутируем по некоторым вопросам. Я плохо и не жил. Ну, вот я никогда плохо не жил. Он никогда плохо не жил. Значит, все хорошо, значит, все правильно все делают. Значит, да, все. То есть, если так рассуждать, то отлично. И поэтому мы тестируем CMF, чтобы не тратить лишние средства. И мы уже видим, что он не показывает 90, а показывает 120, хотя ему очень плохо. При посадке оценим, сколько у него заряда. Совсем неплохо, все плохо с телефоном. Ну, он фризил в Diablo. Мы сейчас будем гонять в PUBG, пока 60 FPS он показывает вместо 90. То есть он даже не пытается. Николай, я не скажу, что он... А вот Андрей, если еще на стриме, у него мой администратор, один из самых любимых, еще на стриме. Спроси у него, как ему нравится этот смартфон или нет. Он, по-моему, уже текстовый обзор даже сделал. Так, все. У нас 69%. Будем смотреть, как это дело работает. Напоминаю, что здесь нет у нас стерео. Здесь у нас моно. Да, слишком быстро все меняется для того, чтобы сказать, что какое-то образование, оно необходимо. То есть для того, чтобы быть богатым, счастливым и здоровым, академическое образование, это я говорю как человек с 2 высшими образованиями, оно не надо. Ну, то есть оно не надо. Андрюх, тебе как этот смартфон? Зашел или... Он у тебя основной или нет? Он у тебя не основной же. Джонни, не надо вот этого. У нас нет религии и политики. Тёма, пранкеры будут, они просто будут стримить на Твиче, как и стримере. Пропадет интернет. Пропадет интернет, вы очень сильно удивитесь, насколько людям станет хуже во всем. И моя хата с краю в этом смысле очень быстро, к сожалению, исчезнет. Но, опять же, все это так не важно. Что будет, то будет. Вот смысл об этом рассуждать. Я просто рассуждаю с той точки зрения каких-то тривиальных вещей. Моя позиция, ваша позиция, я вас слушаю. Вот большинство аудитории говорит, отлично, интернет обрубится. Хорошо. Ну, то есть, мне интересно это. Потому что... Тихо. По мне, интернет – это все-таки будущее детей. Без интернета у детей будущего нет. Вы можете по-другому на это смотреть. Вы можете считать, что лапти, ручная сборка, не знаю, там, сырья, сортировка, заводы без роботов. Он что, реально бот был? Такой классный. Вот, у вас может быть другой взгляд. Вы же сами будете выбирать для своих детей свое будущее, правильно? Будущее. Вот я рассуждаю по поводу будущего своих. Вы рассуждаете по поводу будущего своих. Если считаете, что интернет мешает будущему и развитию и улучшению качества жизни, значит, значит, это ваше право. Только вопрос, что вы на стриме делаете при этом. Саня Салам, привет, Дмитрий. Любой доступ к информации, это знаете, как почему в Турции очень дорого электронные устройства и такие высокие таможенные пошлины? Чтобы у людей не было возможности доступа к информации. Поэтому у них и с экономикой полная дребедень. Вот. И все это деловая активность. Сколько в интернете делается денег? Поверьте мне, намного больше, чем на улице. Опа. Опа-па. Где этот человек, который подкаст-то ждал? Почему он у меня ничего не спрашивает? Вот так, видите, человеку нужен подкаст. Не нужен ему подкаст, просто хочется меня помучить и все. А вопросы задавать не хотят. Не интересен я. Просто хотят, чтобы я куда-то пошел. Для этого и разрешили собирать валежник. О, уже разрешили? Все, жизнь налаживается, в принципе. Все, живем. Я-то думал, все еще нельзя валежник собирать. Я серьезно говорю, я думал, что еще нельзя. Вот видите? Стоит ли покупать X6 сейчас? Вам решать. Можете вообще ничего не покупать, а Акуна Neo 10 тоже. Какому прибору верить по части шим? Верить своему образованию. У меня есть 2 прибора, оба поверенные. Один из них поверка посвежее.
А, один из них подороже в раз 6. И одним из них пользуются в работе профессионалы. И это не Radex, спойлер. Вы, как вам комфортно, тому и доверяйте. Кстати, он, по-моему, сбросил яркость. Может быть, но не факт. Давайте проверим. Все равно играем. Какой ему Геншин? Вот какой ему Геншин? 720 люксов, да, сбросил, но не сильно. На 200 люксов. Нормально все. Разумеется, 90 FPS никакие он не держит, но играть можно. В игры я не играю, но мне немножко нравится необычное. Если нужен топ за свои деньги, лучше поку купить. Однозначно. И по камере он, по-моему, ну не по-моему, увидите. Увидите, по-моему, по-вашему. Так, а что мне не так? Почему у меня нет? Есть оптика? Есть, все. О, смотрите, бежит тип. Если прыгает, значит это бот. Стоит ли брать Realme GT Neo 6? Не знаю. Не знаю. Стоит ли вам брать Realme GT Neo 6? GT Neo 5, 3, 4, 7, 12. Сделают. Если понимаете, в чем проблема? Разница в информации. То есть мы с вами, когда рассуждаем по поводу чего-то, я обладаю какой-то информацией, которой не могу с вами поделиться. Я еще раз повторяюсь, завуалированно. У крупных компаний очень большие проблемы с хранением данных. И это компании, которые занимаются безопасностью в некоторых сферах, они очень важны. Так вот, у них нет серверов. Чтобы сделать чебурет домашний, должны быть свободные сервера. Как бы. Это первое. То есть сначала железо, потом мозги. Так что проще просто вообще обрубить все. Боюсь, если интернет крестнется, Сань, ты своих денег лишишься в банках. Серж, кто вам сказал, что у меня много денег в российских банках? Я же вам сказал, что у меня и крипта есть, и золотишко, и наличка, и во многих разных банках. В основном не в России. В России тоже много, но сгорят, но окей. Это не потому, что я очень надеюсь, что не сгорят. Я очень боюсь, что сгорят, потому что любая потеря, даже 1000 рублей, это очень неприятно. Просто банковская система – это такая штука, за которую я опасаюсь, потому что я дитя 90-х. Я думаю, все намек поняли. И у всех память еще жива. Да, Сонька вместо через карту захвата стоит. То есть вот, видите? Нормально все. И то, что вы видите, подтормаживает 54 FPS, да, это 54 FPS. Хотя он показывает 62, 94, по факту там 52. Видите, как он врет? То есть, когда он показывает 40, этот показывает 60. Вот. Диверсификация. Именно. Я слишком стар, чтобы знать это слово, но понимаю, что нужно в очень большом количестве разных мест запихивать в носки деньги. И меньше всего надо доверять банкам в некоторых моментах. Шейнберг, наверное, мне надо вас забанить. Рекламу в другом месте включайте. Мне кажется, я даже знаю, к чему вы это все. Скорее всего, про процы мобильные оплатила Huawei, чтобы рассказать, что 7 нанометров это круто. Они такие хитрецы, я прям спойлерну. Шенберг, окей, вы заблокированы. Это вообще не важно, пусть забирают. Какая разница? Смысл, вот ты забираешь сервер, и что ты с ним делаешь? Пусть забирают. Ну, мне-то чего? Еще раз, мои ролики не на серверах, там. Можете регион моих каналов посмотреть. И вообще только на лицо на канале мне позволяют там вещать на этих каналах. О! До какой степени я косоглазый, да?
пока общался. Шенберг уже улетел. Это бот очередной. Друзья, у меня аудитория в основном абсолютно аполитична. Не приходите сюда с политикой, пожалуйста. Ругай Huawei, хвали Samsung. Валентин. Хорошо. Так у нас нет ничего, кроме... Не, ну подождите, интернет это тоже все-таки часть электроники, нет? То есть, а то я сейчас посоветую, леший, сарказм. Желаю вам купить ее и ощутить всю глубину глубин. И еще один минус. Я говорю, если вы думаете, что это площадка для пиара какой-то дичи, для супербогатых людей, просто сейчас прорекламировали вещь, которая стоит безумно дорого просто, то вы ошиблись. Я не дам. Да, Валентин дошел для того, чтобы я пиарил Samsung. Ты все еще продаешь, Валентин, Samsung? Валентин, кстати, хорошо консультирует очень по поводу самсов в нашем родном чате. Пользуйтесь поиском в Телеграме Польза.нет и увидите от него очень много полезной информации. У меня будет скоро обновленный обзор на S24 Ultra, Валентин. Наука о контактах рулит. Я ничего не понял, но окей. Только техника, только хардкор. Нет, ну опять же, мы же можем, не то что можем, мы обязаны по поводу YouTube, мы здесь общаемся. То есть завтра вы меня на YouTube не увидите, потому что будет утрированно заблокирован интернет. Мы хотя бы будем примерно понимать, почему. Правильно? Или как с этим бороться. И у меня только одно слово для этого. Посылай. Посылай. Помните дельфина? Я буду жить. Это же не запрещенный клип? Там ничего нет, кстати, запрещенного. Не клип, а этот. Песня. Так, сейчас меня еще здесь же шатают. О. Почему они туда едут? Это вопрос ко мне, да? Почему они туда едут? Так. Серьезно? Я ж только что ел. Почему он не... Ну, это вот прям не мое. Ладно. Стоит брать Redmi K40? Нет. Уж очень старый китайский смарт. Чем вас устраивает продукция от Apple? Лучшая камера. И есть Face ID для банковских приложений. И да, они у меня есть. Банковские приложения. У меня очень подло есть деньги, есть банки в интернете. Пока. Немного, но есть. Чтобы покупать смартфоны и делать обзоры. YouTube от Wi-Fi не работает. Работает только от мобильной сети. Я рад, что интернет работает вообще. Неважно, работает YouTube или нет. Классно, что работает интернет. Мы должны этому радоваться. Благи цивилизации, которые, в принципе, может быть и не особо полезны, об этом кто-то потом решит, они есть. Ей. Дмитрий, я не обсуждаю это. Я думаю, что очень много существует людей, которые работают против других людей и против государства. И дурость, она просто пронизана очень большим количеством мест. Все сходит с рук, потому что эффективность... Ну, в бизнесе есть эффективность, деньги, а не в бизнесе какая эффективность? Никакая. Он красивый, мне он нравится, делай, что хочешь. Вот это примерно та же история. В каких-то сферах люди делают то, что хотят, им абсолютно наплевать на проблемы других людей. Вот. Будем надеяться, что ЦМФ обратят на нас внимание и уберут вот эту штуку в следующем смартфоне. Именно это я и хотел сказать. А на вопросы я отвечать не могу. Вот. Огромное спасибо всем, кто пришел. Пока, Стерберн. Не у всех и пока.
Хорошо, если у кого-то отопление центральное. Можете погуглить, сколько людей имеет эту проблему. Много, очень. Поэтому если у вас есть тепло, электричество, и это круто. Леонид, а кто тебе сказал, что я не могу купить? У меня было много. У меня было много, Леонид. Я же не говорю, что у меня ничего не было. У меня было много. Да, ЦМФ без этой ошибки электроники. У меня тоже не всегда электричество есть. Это РБ, ну это плохо. Хорошо, если будет всегда. Неэффективность, недалекость, да. Потому что не думают. Думают о себе, а не о людях. Надежды так я игнорирую. У нас нет политики в чате и нет религии. Обсуждения нет политики, нет обсуждения религии. Отключение, извини, Ютьюба и блокировка интернета – это не политика и не религия. То есть, если отключат и заблокируют, на данный момент я же могу советовать все еще им продолжать пользоваться. А потом делать вывод. Если сказали нельзя, значит нельзя, если это будет незаконно. А если будет законно, возможно, вам понадобится посмотреть, как кладут плитку или как правильно что-нибудь шить. И это не будет в других платформах, и вам придется ей воспользоваться со слезами на глазах. Винты откручиваются, да. Вы хотите, чтобы я его разобрал? Легко. Ну, ногтем я не буду, потому что я ногти состриг, и это не этично. Да. У меня даже... я еще шортс не выгрузил, да? Кто сказал, что я не покупаю Sony? Вот так вы смотрите мои обзоры, да? Да, трудно продать, почти нереально. Ну и что? Ну и что? Деньги есть, можно поесть. Буду жить потом на улице. После всех этих Sony. Вот смотрите, 4 раз. Только надо было симку еще вытащить. Там, если ты не достаешь, тяжело доставать. Достать надо сначала этот... лоток. Потому что я без лотка в прошлый раз. Нор 4 куплю и обязательно будет обзор. Подождите чуть. 19 числа старт продаж, друзья. Сейчас сначала засланные смартфоны сделают обзоры. Потом я куплю. У меня же не такой обзор, чтобы им хотелось, чтобы я на него сделал обзор на Nord 4, правильно? Вы бы хотели, чтобы я сделал обзор на ваш смартфон? Думаю, нет. Такая вроде Sony 10.6. А у меня не было? Да, там можно вот это... Но вот эта вот штука неудобная. Она откручивается благополучно. Стенберг, богохульствуешь. Хотя, может, и нет. Может, такая религия и правда есть. Сколько их? Случайно смотрел стрим. Валентин, безумно рад тебя видеть. Видите, даже хейтеры приходят. Валентин. Так, ага, все, как всегда, я забыл вытащить эту салазки. Я в прошлый раз выдернул салазки с корнем. Но у меня получилось, кстати, выдернуть. Еще карту памяти, видите, можно запихивать. Ногти, 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 ногти отсутствуют, и все плохо. О! Когда погнул. Я его сломал, что ли? Да, прикиньте, я его сломал. Ха-ха! Когда сломал ЦМФ на стриме. Ну, соляви, чего? Так, это я рука... Человек с плохими руками. Да что такое-то, а?
Ну, крышку можно купить. Это, конечно, облом. Я мог его сломать-то, а? Один сломал, один потерял, да? Как можно было удивить? Как можно было удивить людей на стриме? Сломать телефон. Рука-мозг. Мозгорук. Мозгогриб. Реально сломал, ладно. К чему это все? Все рады? Лайк поставлен, спасибо. Не забываем прожать лайк. Я только что опять сломал смартфон очередной. До этого топил. Ну, топить я его не буду однозначно. Так, закручивать полностью. Давайте. Николай, ну они стоят ни копейки. Вот это плохо. Их еще и купить надо. На штуку я попал. Как минимум, да? Ну, кнопка работает, ладно. Еще и здесь, что ли? Не, здесь не сломал. Ну, да. С другой стороны надо было поддевать. Топку их. Ну, я в прошлый раз как-то разобрал без ломания его. По инструкции еще русскому человеку вскрывать крышку. Серьезно? Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Все равно игра идет. О, все. Подтянем его. Чуть-чуть. О, висит. Задержка сети. А чего с сетью-то? Я отключил, что ли, ее? Что, заново выйти и войти? Ну ладно. Без инструкции смог испортить. Да ничего страшного. Это лучше, чем Vivo X102, Vivo X100S, который у меня утонул, правда? Матрицу 14 Pro. Да все норм. Почти незаметно. Стилизованный теперь. OG, не знаю насчет Oppo X7. Они, по-моему, и до этого были фризы. Посмотри мой обзор, там же видно было. Дермантиновую крышку. О, наблюдать. Так, ладно. Он вылетел. Что мы пока общались, ну везет СМФ. Ну, какая разница? Все равно никто его не будет как игровой смартфон покупать. Надо накидать на крышку смартфона. Мне могут накидать только баны, еще что-нибудь. Хорошо, вот я для стримов сделал отдельный канал. Я реально себя чувствую здесь комфортно. Да, можно было. Я не то, что самостоятельно, там вообще было в симку, чтобы вставить, надо было аккум откинуть. 23 минуты уже играем. Играем, не играя. Спасибо за обзоры. Среди топ-браслетов только Xiaomi и Huawei, да. Нет, рядом никого нет. Михаил, доброго времени суток. Спасибо за доната. Компенсировали мне треть крышки. Извини, что не ответил, Михаил. Надо было написать, что у тебя донат. Хочу приобрести планшет. Люблю продукцию OnePlus. Меня заинтересовал OnePlus Pad Pro.
Пам-пам в планах, но он у меня еще в пути. Я смотрел, что у меня будет прожарка OnePlus Pad. Однозначно. Ищет еще. 5 секунд. Не, я не пользуюсь креплением на байк. Вот бы планшет на Snapdragon 8S Gen 3. Ну, ждем. Будет. Объясните, зачем эта круглая штука на корпусе? Короче, на нее вешаются всякие подставка, потом можно вешать, как я понимаю, карт-холдер, карточки сюда. А, кстати, NFC здесь есть? Матроскин, Андрюха, там есть NFC? По-моему, что, нету? И здесь нет стерео. Это тоже такой файл нормальный. Просто стилизованная такая штука. Стиленькая. Вам не передать, как я вам рад, друзья. Нет NFC, ну вот. Еще NFC нет. И стерео нет. А не слишком много всего нет. Ну, хоть не капля. Такой, ну, хоть не капля. S24 Plus или iPhone 14 Pro Max? А я бы выбрал S24 Plus. S24 Ultra. Потому что он стоит как iPhone. А как можно сравнивать? Вот вы думаете, что, Сергей, я вообще с какой-то левой планеты? Я в ценах, я покупаю постоянно смарты. У меня перечень смартфонов, которые не проданы, не знаю, 40 штук. Я, кстати, сегодня запостю в личной телеге Димона или завтра. У него 5 моих ноутбуков осталось. Это как раз почему я не делаю обзоры на ноутбуки. Я купил их 7, продал только 2. И я больше не буду покупать ноутбуки, чтобы делать на них обзоры. Ну, может, чуть-чуть, но только какой-нибудь дешман. Потому что нормальные никто не покупает. Даже с очуменным дисконтом. Или он их просто не продает, потому что я ему их дал. И я не уверен, что он не болтит. Надо сейчас его проконтролирую. Вы напишите, он отвечает или нет. Я буду продавать GT4, не пользуюсь даже на 40%. Я вообще ультру использую только для подсъема. Все. Все. Чтобы меня спрашивали, а что за часы, и потом говорили, яблочник. Так же, как iPhone, я использую только для того, чтобы видео снимать. Александр, ну все, я уже вышел с этого. Я вышел из сумрака. У нас просто 2 недели были с Игорем выходные. Он в отпуск летал, и я в Японию летал. Я говорю, ничего плохого нет, если у вас есть человек, который своими глазами критичными на что-то будет смотреть. Тем более, если вам мой подход радует. Я говорю, мой подход негативный, он во всем, не только в железе негативный. Я люблю недостатки, я не люблю достоинства. Достоинство в рекламе везде. Так. О, фриз был лютейший просто. Хотя он показывает 79, он просто выпал сейчас. Это через 30 минут игры получается. Но опять же, никто не будет покупать этот смарт для игр.
Ну, я, кстати, морально готов 20 минут в Геншин поиграть. Что 30 минут мы поиграли уже в эту штуку. Сергей, привет. Олеся, Оледжа. Какой телефон любимый за все время? Ну вот смотри, нельзя так сказать. Какой из врат мне больше всего нравится? Sony. Абсолютно бесполезный смартфон, ни своих денег не стоит. Прям жесть как физически нравится. За что бы я... какой телефон мне запал в душу за жизнь? Это Huawei P40 Pro. Потому что на него я снимал очень много обзоров, ну, используя его как камеру. Я плевался дико. То есть надо было постоянно вырезать... там, где он был в фокусе. То есть он постоянно снимал не в фокусе. Проще говоря, из минуты у меня было контента, ну, 15 секунд. В лучшем случае. Опа. Еще 5 секунд. Опа. Был фриз лютейший. Опять. Вот. Но он мне в душу запал, потому что и S21, по-моему, у меня был тогда. Все. Samsung, который я заряжал по 3 раза в день. А в людях тоже видишь недостатки? Разумеется, да. Ну, как бы, я не знаю. Нет, ну, я сейчас не знаю, да, наверное. И в себе. Ну, я говорю, к людям можно быть настолько жестоки, насколько к себе. Ну, то есть, я не хочу это обсуждать. Я не хочу это обсуждать. А зачем? Ну, то есть, какая... Вот, я единственное по поводу себя тоже примеряю, какая разница, что я думаю. Вот какая разница, что я думаю. Разницы вообще никакой. Кому надо мое мнение? Никому. Вот тесты мои нужны. Мое профессиональное мнение по поводу техники было и во время моей работы зеленым человечком важное. То есть у меня его спрашивали. И я знаю, что в технике я разбираюсь. Может быть, кто-то разбирается лучше, кто-то смотрит на другие аспекты, у кого-то другой взгляд. Но мой взгляд... Опа! Что это за тема такая? Очень похоже, что это не бот. Опа. Нет, это бот. Иначе бы меня вынесли. Вот. Похоже, съемная крышка единственный плюс, которую я сломал. Ну, в общем, 90 FPS, разумеется, нет. Играть можно. Подфризывания через полчаса появляются приличные. 32 минуты, но мы из них не играли минут 10. И было у нас... Сколько? Сейчас 58%. Было 72, по-моему. Yes. Было 72, да. 58. Не шутя. 28% в час в PUBG. Все, меня вынесли, мне кажется, нет? А, еще и тач начал глючить. Не зря я вышел, вошел. Тач начал глючить через 30 минут. Я пометки делаю. Не зря же я сижу. 2 часа. 69 было смотрел. 69? А, ну хорошо тогда. Тогда 22%. А почему 72 было в PUBG? 22 тогда. Все, сейчас у нас 58%. Что здесь V? Я не понимаю, с чего здесь V. Вы про что хотите спросить? Сформулируйте. Ну все, Никифор, включаю. 20 минут. 20 минут. 20 минут. Очень классно поснимали в Японии видео топчик. Я еще сделаю на Fold 6 видео с Японии. И
Еще, наверное, сделаю, может быть, ролик про Японию. Но надо подумать, на какой я смарт хочу поснимать. Вот. У Сани Саня не ел. 3 часа ночи Саня еще не ел. В третьем лице о себе, как долбоящер, да? Виктор, я хочу. Зло не спит. Это я есть зло, типа... Оледжа, да, мои модераторы максимально агрессивные, и я чувствую себя безопасно. Потому что, когда ты в безопасности, тебе не придут и не напишут чего-нибудь, за что тебе придет нагоняй. Все. Сори. Это их мир, это их телеги. Вот вы можете прийти сюда ко мне пообщаться, можете в мою телегу сходить пообщаться. Так, все, он уже лагает, он уже сбросил яркость. И он уже довольно приличный, горячий. Так, 30 FPS он показывает. Я не буду включать даже 60, потому что ему уже тяжело. 600 тысяч баллов в Антуту, это не шутя себе. О, вернул он яркость. 660, было ниже. Было ниже. Вот прям 100%. Ладно. Так, все, спасибо, что кто-то зайдет ко мне. Принято. Принято! Где ты? Где ты? Он не пришел. Еще раз попробуй, друг. Как же он лагает. Не, в Гену точно не играть. Матроскин, Андрюх, можешь попробовать, но Гена это точно не его тема. Ну и... Ей! Оледжа, ну окей, я сегодня в своей личной телеге всех разбанивал. Там 200 человек, 300 разбанил. Сейчас еще 300 разбаню завтра, потому что там сразу всех нельзя. И старайтесь не хамить. Ну, то есть это хамство. И люди добровольно модерируют свое сообщество. Это их сообщество. Это их сообщество. Мое сообщество, вот, Польза.нет, там, моя личная телега. А сообщество, где люди делятся мнениями и ищут информацию, это их. Personal. Личное. Я, кстати, очень сильно рефлексирую 7 лет на YouTube. И, кстати, насчет 7 лет на YouTube, давайте будем честны, я на YouTube меньше 3 лет. То есть мое лицо меньше 3 лет на YouTube. И то, что... 5 секунд. Хоть кто-то меня знает, это круто. Не управляющий, я максимум играю в шахматы. Ну, вот, короче, в Геншин не играй. Так, подожди, я секундомер включил? Не включил. Сбор старт. Старт и 57%. Ух ты, ёшки, где мой помощник? А что за подстава? Почему я этим тупым играю? Соу. Саня вообще не верит в душу. У меня души нет. Как я могу питаться чужими душами, если у меня нет души? Я не верю в эти штуки. Не верю, что почкованием все там было утрировано 100 миллионов человек, а потом 6 миллиардов. И такие, было 100 миллионов душ, потом 6 миллиардов. Наверное, у всех остальных есть. Я верю в науку. В это я верю. И наука спасет мир. Так же, как спасает жизни. Наука и медицина. А все остальное это попытка лимитировать. Вот сбросил яркость очень прилично. Юрий опять. И еще один паникер заблокирован. Зачем вам телефон вообще? Есть письма. Есть стационара. В кнопочных тоже есть интернет. Сори. Он в играх слишком хорош на его 9. Ну это ж хорошо, что слишком. Нет.
Продолжить. Так. Еще кого-нибудь. Вот этого типа. $58 было, не 57. Не надо мне тут. Не надо. Криптопапоротник где? Криптопапоротник где? Здесь. Вот он. О! Какой подлаг был. Очень фризит. Это учитывая, что мы на минимальных настройках играем. Всего 2 минуты. Ох, как же ему плохо. Не шутя у меня этот товарищ. Как-то быстро, да? Прыгаем еще куда-нибудь. Крипто эту штуку. Да, пора разводить почтовых голубей. Кстати, тема тоже нормально. Не, я думаю, Почта России будет работать. И не факт. Ну, все идет по плану. Какой план будет, такой... Потом скажут, что должно работать, что не должно. Но, повторяюсь, Huawei на андроиде. Умрут андроиды, умрет Huawei. Не ведитесь на рекламу. Приходят туда всякие. Благодаря этим рекламщикам мы теперь их пиарим. Видите, каждый раз. Вспоминаем, что вот, Huawei молодцы, они на андроиде 12, а вы вот на 14. А может, они все будут блокировать только на 14, да? Только свежие андроиды. А те, кто купили смартфоны 5 лет назад на 12 андроиде, точнее, сколько там, 3 года назад, тех блокировать не будут. Не туда полетел, ну и ладно. Ничего не скажу, Леонид. Я вообще не помню, чтобы Realme в последнее время делала топ за свои деньги. От перегрева просто деградирует. Супромат ничего не меняется нигде. Конечно, деградирует что угодно. И от перегрева, и от времени. Ничто не вечно под луной. Любая электроника. Вот смотрите, вы термопасту, я очень часто объясняю таким образом, вы термопасту в видеокарте и в процессоре меняете, а почему вы не меняете ее в компе, в телефоне? Нет возможности. А там те же самые процессы Ctrl-C, Ctrl-V. Рамзес, мне 40, а в душе 16. Нет, мне 40, а в душе 85. Не у всех так. Или это все про почтовых голубей? Не, я люблю электронику. Главное, чтобы не сделали YouTube нелегальным, пусть блокируют. Но чтобы люди, которые хотят выгружать ролики, они, ну, как бы, вот что плохого в моих обзорах? Вот что плохого в моих обзорах? Вот чем они кому мешают? И смысл мне выкладывать ее на площадку там, где дичь, ну, я говорю, ну, допустим, в ВК там дичь, то есть увеличивать людей, количество людей, которые эту дичь будут смотреть. Но это как бы нехорошо даже с моральной точки зрения. На Дзене я и так есть, я повторяюсь. Вот, ну, посмотрим, если запретят, может, на YouTube скажут, что все, на YouTube нельзя выгружать никаких роликов. Значит, нельзя будет. Значит, наверное, не буду грузить. Но мне кажется, так, ну, это же совсем жесть. Потому что пока вроде даже никому, даже политическим не запретили. Просто сделали их иноагентами. Ну, запрещать-то уголовной нет ответственности за выгрузку на YouTube роликов. Samsung максимально бесполезно на ColorOS или на Oxygen, на оповскую. Вообще после очень непростой оболочки у Huawei, у Samsung, вам любая оболочка будет в кайф. У BBK. Мне так кажется. Валентин, у тебя кроме этого было что-нибудь? Что проверка чата, Алексей? У тебя было что-нибудь, кроме Samsung? Я, по-моему, OnePlus был, нет? Или ты уже ушел?
Ей! Еще один папоротник Крио. Крио био папоротник. Let it rain. Ну чё, как-то играется. Чокаю я, сам себя осуждаю. Я и купил мощный смартфон, а играть не во что. Ну, не играй. Плохо, хорошо, я не знаю, сочувствовать тебе, расстраиваться. В следующий раз покупай не мощный. Так. Ира Орхидея. Ну, туда телепортнемся. Какую оболочку? Android 12 версия оболочка Huawei. Вот и все, что надо знать об оболочке Huawei. Все их системы безопасности от Android, это все плохое. Я рассказывал про его минусы. Просто вы, наверное, не смотрели обзоры. Напоминаю, у меня есть обзоры на Puru 70 и на Puru 70 Ultra. И если вы утрудите себя и посмотрите, минусы оболочки я там тоже осветил. Ирина, я не согласен с вами, но, опять же, ох, как мы повисли-то, а. То есть пока 10 минут на минималках можно и поиграть. Мощность, да, для видео очень важна. Для фото не так важна, но для видео она и правда очень важна. Для ИИ всяких. Дмитрий, вы меня достать решили, Соня? Не планирую пока. Вот напишите мне в личку купи, и вот ну, отстаньте. Потому что я на Mark 6 не могу сделать обзор. Вот когда сделаю, тогда уже пойду по... А сколько он стоит, интересно, этот? Напишите, пожалуйста. Если вам интересно, чтобы я на какой-то смартфон сделал обзор, скиньте мне в личку и все. Постараюсь купить. Но пока у меня в планах нет на него обзора. Что Sony по мне лажает капитально с этим. Ну, конечно, консоли круче. Мобильный гейминг пытался Apple победить, но у них ничего не получилось, потому что слишком все перегревается. Александр, привет. Не забываем прожать лайк всем, кто пришел. Огромное спасибо, что дошли до меня. Вместе разбираемся, что там с ЦМФом, что там с интернетом. Нужен ли он, полезен ли он. Опа. Не хочу это испытание. Так, где мой друг? Ёшки, как же было больно. Меня так убьют. О, все. О, норм. Сам бы я его не прошел. Такие типы злобные. Я тоже купил Neo 8, по наводке телефон радует. Мне камера только в нем не нравится. В Realme, да, тоже камера не очень. Так, а стоит, что здесь, что у нас? Кстати, в Беларуси запрещен YouTube или нет? В РБ? Или это что?
Что такое РБ? Я не знаю, что такое РБ, сори. Кто-нибудь есть из Беларуси? У вас запрещен интернет или нет? Или не интернет, а YouTube? Или пока разрешен? Запретили... Это тоже так смешно. Запретили смотреть интернет. Кто бы мне сказал когда-то? Ну, так оно и должно происходить. Все, что должно, все происходит. На новую крв. Саня, спасибо. Ох ты, не шутя. На крышку, Виктор, спасибо. Алексей, огромное спасибо. Ничего ж себе. Вы мне накидали на 2 крышки уже. Спасибо большое. Прям становлюсь стримером. Так, на запасную крышку. Harmony OS для других регионов РФ, к примеру, сильная боль или терпимо? Нет, это не терпимо. Все, кто у меня знакомые пользуются Huawei, все мучаются. Посмотри распаковку, двупаковку Илюху, если он не сделал еще обзор на Huawei. Он любит очень долго ходить с чем-то. И у него было столько боли, что после этого я думаю, что ты вряд ли приобретешь. И основная боль не то, что ты ультру мог купить за 130, а сейчас ее в ритейле за 75 можно купить. Это не Harmony OS, это Android, а оболочка Harmony OS. И все плохо. То есть ничего хорошего в этом нету. Стоп. Ничего. А что это произошло? Ёшки. Какой-то вид странный. И аноним, огромное спасибо. Всем большое спасибо за донат на крышке. От души. На крышку. Еще ноутбуки купите со скидкой моей. У Димана. Чтобы потом перепродать хотя бы. Что у меня деньги зависли. Вы видите, да какой я же говорил, когда меня жизнь нагнет. С ноутами это жесть. Если еще телефоны, я уверен, что уйдут. А Диме нет времени продавать. Другой человек, кто у меня продает железки, он не разбирается в ноутбуках от слова совсем. А их, если не разбираешься, вообще не продать. Так что, видите, уже поднываю. Использую собственный ресурс в корыстных целях. Подлый блогер. Название Harmony, да, красиво. О, все. 15 минут, и он устал. По люксам. Ну, может, он вернул, кстати, яркость. Нет, 600 люксов. Вернул. Он сбрасывает, а потом... Ну, хотя это ночь еще. Евгения. Гоу кидаем на вторую крышку. Гоу, сказал Стенберг. Так, богатый сундук. Буду этим стримером. Стримером с заблокированным ютубом. Такие агенты тебе. Шучу. Не-не-не. Повторяю, что сейчас, на данный момент, 100% никакие законы я не нарушаю. Не планирую нарушать. Единственное, о чем моя мечта, что даже если YouTube сделают запрещенным для рекламы, чему я только буду рад, не сделают людей, которые выгружают подобные ролики, как я, которые вообще не относятся никак к политике, незаконными, потому что, это просто будет жесть для меня. Вот это будет жесть, потому что у меня будет выбор, и вполне возможно, я не смогу сделать выбор в пользу того, чтобы не делать этот контент. Когда ты 7 лет делаешь одно и то же, и это доставляет тебе кайф, не делать это просто потому... Почему? Повторяюсь, на наших платформах это нулевой выхлоп. Чтобы продавать кулера внешние, трэш-стримы сегодня запретили. А что у меня есть трэш-стрим, Виктор? Что у меня трэшевского? У меня даже мата на стриме нет. Никогда. За это банят. Алекс, так а если ты сидел на Huawei, почему ты сейчас на нем не сидишь?
Интересно. Какой бы посоветовал смарт с хорошей или отличной камерой, кроме айфона? iPhone. Для чего камера? Вы всегда пишите для чего, вы понимаете? То есть, чтобы я вам ответил, какой вам смартфон. То есть, если вы хотите сказать, допустим, мне делать портреты, вам хватит этих Realme бесполезных с телевиками 12 Pro Plus. Если вы скажете, мне делать видео, не важен автофокус, я скажу, ну, купите Huawei на Авито, просто море за копейки. Если вам нужно фото, и вас устраивает, что это дело все будет красить, купите Vivo. Если вам надо 4К 120 FPS, купите Samsung S24 Ultra. Если вам надо... Вы понимаете, какой рандом? То есть вы спрашиваете просто вот... Вы не думаете. Вот очень не люблю это. Простите, но вы не думаете. И в первую очередь вам надо начать думать, формулировать вопрос, а потом задавать его. И камеры универсальной нету. Иначе бы я вот это вот дело использовал бы для подсъема, а не айфоны. Использовал бы вот это еще дело, которое для, по большому счету, необходимо просто как подставка мне теперь. Но зато у меня она есть. Вот. Меня уже хейтили, кстати, фотографы и писали, нормальные люди Sony берут в аренду, когда им надо, они покупают. Ну, как бы у всех свои игрушки. Штатив. Штативов у меня много. И это либо Уланзи дешевые, либо Матфронта. Но на данный момент, вот смотрите, допустим, какая у меня сборка. Сзади Уланзи, здесь матфронтовская головка, а по факту, чтобы не занимать место, вот такой обычный китайский штатив. Так, все, почти 20 минут. Для этого есть спецкамера. Конечно, можно, вон GoPro у меня лежит для чего-то там. То есть для всего есть свое. Vivo не красит. Ну, конечно. Вот опять же, все он красит и в Pro режиме. Он красит. Просто красит так, как вам нравится. Ну, окей, все, не будем. Давайте, потому что продавцы Vivo это отдельная тоже категория. Это как в каком-то смысле Huawei. Я считаю, что Vivo нереально круто снимает, но он красит. Pro режим, можно сказать, Sony Pro режим бомба. Vivo просто отдыхает, просто нервно курит в сторонке, плачет горючими слезами, если вы берете в Pro режиме Sony и берете в Pro режиме Vivo. Vivo такой... Опять же, мое субъективное мнение. У вас оно, разумеется, другое. Потому что у вас другой смартфон на руках. У меня был и Vivo, и Sony. Так, все. 20 минут я отстрелялся. Сколько у нас? 52. Было 58. То есть 18% в час в гене. На минималках 30 FPS. Вот он иногда показывал 19. Тач сильно не отваливался. Однозначно 600 тысяч баллов в Antutu. Это не про Гену. То есть это точно не для смартфона, для игры в Genshin Impact. Но играть можно. Про RAW в смысле? Вы имеете в виду фото. RAW вообще практически везде, даже за 200 бат. Просто очень красит очень сильно. Рамзес, да. Да. Как бы я не любил Vivo, с 80-й линейки до 100-й ничего не меняется. Вы можете купить 80 Pro Plus. Точнее, если вы сидите на 80 Pro Plus, он также красит, как 100 Pro Plus. Все. Или там 80 Pro, я уже не помню. Просто штатив, которым снимал одним кадром. Это я сейчас вам покажу. Это Уланзи. Ой, ёшки. А где у меня зеркало, кстати, на него? Вот он. Уланзи. Надо зеркало поискать. Куда-то оно упало. Ну ладно. Завтра будет топ-10 смартфонов флагманов.
Если накидаете лайков и напишите: Саня, выстрели себе в ногу и сделай топ-10 смартфонов по камере, по своему мнению, по видео, я это сделаю. Там будет разные ценовые категории, мое мнение. По фото делать не буду. Примеры фотографий сами видите. Про камеры имею право, потому что, знаете, как примерно часто говорят: ты что, видеограф? Да, у меня Игорь оператор. Он профессиональный оператор, он работал на телевидении. У него профессия оператор. Он оценивает видео вместе со мной. И так же, как у него, кстати, музыкальное образование, к слову, по поводу наушников. И да, у меня канал уже совместно с ним уже 4 года. И это даже не наш канал. Это канал человека, который позволяет на нем вещать. Кто это? Не скажу. Все. И все. Регион каналов можете посмотреть. Я наемный работник. Налоги плачу. Все поняли. Алексей, Павика, Дима, Брахман. Всем огромное спасибо. Особо огромное спасибо Анониму, Виктору, Алексею, Михаилу, кто компенсировал частично мне крышку. Очень подло. Отдельное спасибо посылаю. Надежда, хорошо. Еще раз. Все будет хорошо. Все идет по плану. Сарказм без кому как удобно. Почему? Кому как удобно. Надеюсь, что хоть чуть-чуть я вас, хоть где-то, в каком-то месте зарядил позитивом. Вы меня зарядили позитивом на 100%. Завтра с радостью запилю вам топ-10 смартфонов. Потом запилю вам на CMF-ку в сравнении с Poco F6 X6 Pro. Обзор. Мне кажется, стрим удался. Рад, что интернет работает без сарказма. Рад, что YouTube работает без сарказма. Рад вас видеть. И мозгов сломать что-то особо не надо. Мы это видели с Телеграмом. Надеюсь, что место, которое дает деньги многим людям, они не решат полностью закопать. Я говорю про интернет. YouTube в топку. Кому надо, тут будет смотреть. Вот, мистер Стелберг, Алекс, Никифор, Ирина, Рамзес, Светлана, Даша, Константин, Universal, который заходил, и особенно Валентин, если он вдруг еще где-то здесь. Спасибо, что зашли. На Huawei, может быть, сделаю стрим. Может, подскажете, как туда хоть что-то установить. Пообщаемся. Александр, пока нет новых YV, нет субфлагманов.